Друзья, рад всех приветствовать на канале QPG. Чаечек с лимончиком здесь, Леха Кузман, как всегда, здесь у микрофона, и мы с вами сегодня поиграем в игру, которая называется Татари. Авторы выслали для нашего канала игру чуть-чуть раньше релиза. Буквально на 4 денечка, релиз 12 числа, ну ладно, 3. За 3 дня до релиза посмотрим, что за игра. Да, действительно, вот Аня уже пишет, что мы играли 2 раза в демку. Знаешь, у меня такое ощущение, что, по-моему, оба раза играли по твоей просьбе. Ты несколько раз скидывал какие-то демо. Вот. Игра показалась странной и душноватой, но знаешь, что самое интересное? Даже после демо огромное количество народу, который в Стиме, в друзьях и так далее, добавило ее в списки желаемого. И я такой на все это смотрю и думаю, ну, столько людей добавили в списки желаемого, даже после не самой выразительной демки. Может быть, там все-таки будет офигенный сюжет? Ну, вдруг завезут хороший сюжет. То, что геймплей будет такой же странный, наверное, как в демке, может быть, но там, кстати, поставили галочку, типа, показывать штуки, которые тебе нужны для прохождения. Ну, или что-то такое в этом роде. Поэтому посмотрим, насколько игра будет интересно играться. Вчера был действительно хороший эфир, игра показалась классной. Мне, кстати, на Ютубе наконец-то добавили функцию по автоозвучиванию на другие языки моим голосом. Сегодня, наверное, уже не получится. В ближайшие дни попробую как раз вот этот вчерашний эфир. Он был классный, дико мне понравился, интересный. Попробую его зафигачить на английский, французский, немецкий языки. И, конечно же, наш узбекский. Посмотрим, как будет. Может быть, это позволит нашей аудитории расти. Может быть, не в моменте, не при хождении на стримы, но, по крайней мере, с других регионов тоже чаще видео начнут смотреться, потому что у нас много таких игрушек, которые мы с вами прошли на все концовки. И кому-то, может быть, это зайдет, потому что они будут все. Ну что, всем крепкого здоровья, друзья, потому что у меня оно слегка из-за вирусничка подкосилось, но ничего, это не мешает нам идти вперед. И это, между прочим, сегодня первая новинка 2026 года, которую мы с вами проходим. Так что всем, всем, кто подключился, конечно же, приветики. Анют, привет. Стримхаб World, приветище. И поехали, друзья, Татари. Девочка с красными глазами. Фух, так я назвал нашу сегодняшнюю трансляцию. Погнали! Ну что ж, полная игра. Поехали. Татари-татари, от зари до зари. Утоли мои печали, татари. Чапа-чапа-чапа-чапа-чапа-чапа. Чапа-чапа-чапа-чапа. Вот этот случай. Я с трудом могу поверить в то, что прочитал. Это исчезновение так далеко стоят друг от друга. И между этими людьми нет никакой связи. Неужели это совпадение? Хотите включить список целей? Да, давайте включим. Так, на самом деле, будет удобней. Ну, с другой стороны, они слева вверху висят и не особо напрягают. По крайней мере, мы точно знаем, что нам нужно собирать. И не нужно каждый раз открывать это. Так, это ноутбук был. Ну, ноутбук, как вы понимаете, ноутебуке, это... Ох ты, ё-моё, какой я красавчик! Молодой офицер. Мальчик молодой, все хотят, конечно же, потанцевать с тобой. Моя цифровая камера с режимом ночного видения. Я всегда ее беру с собой на расследование. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вот. Или как-то так. Изучить дело. Имя Рякия Ямагути. Возраст 26 лет. Кемпинг Моринасато.
В понедельник в 5:30 менеджер кемпинга Мариносата заметил, что посетители места номер 23 не возвращаются в палатку с прошлой ночи. Его вещи были разбросаны вокруг палатки, но спальный мешок остался нетронутым. Другие посетители сообщили, что видели его накануне, гуляющим в лесу с голой жопой, но утверждают, что с тех пор ничего не слышали и не видели. Мы не можем связаться с пропавшим, так как его телефончик был найден в рюкзаке возле палатки. Его обувь также была обнаружена рядом. Так, ну, повернуть влево, повернуть вправо, это все понятно. All right. Вот что меня беспокоит в этом деле. В прошлом году в том же лагере произошли два похожих события. Мужчина средних лет и женщина-хайкер средних лет. Никакой связи между ними, даже половой. И единственная константа в этих историях – менеджер. Разумеется, у него есть алиби на каждый из этих случаев. Никто не связывается его с пропавшими людьми. Блин, я коп, а пончик сожрать нельзя. Считаю, что игра не удалась. Расходимся, друзья. Так, нам остался фонарек и дорожная сумка. Хи-хи, так смешно выглядит. Как будто покадровая анимация. Ну да ладно. Такс. Дорожная сумка. Эй, сумка. Выходить еще пока рано. Я аскет. Зато есть фонарь. Так, осталось собрать дорожную сумку, которая у нас валяется на полу. Вещи, которые мне понадобятся, находятся в этой сумке. Рюкзак с остальным походным снаряжением я уже положил в машину. Какой я молодец. Выйти из квартиры — это мы легко. У меня есть все, что нужно, пора идти. Мув, выдвигаемся. Find your way to the camp. Найдите свой путь к кемпингу. Вау. Ночное видение. Вау. Увеличить масштаб. Вау. Снять. Захват фото. Захватили фотку. Take your photo with your camera. Capture the moment, понимаешь ли. Закапчурили момент, так что все замечательно. Так, ноутбук. Записная книга, в которой нифига нету, но есть фоточка мощнейшая, красивая. Фотоаппарат и просто увеличить. Чик-чик. Даже глазами я увеличиваю все. Так. Ну, здравствуйте. Просто плакат с изображением деревьев и какой-то дырки в горе. Нарния не обнаружена. Бум-бум-бум-бум. Акира Мацумото. Рики Ямагучи, которого я ищу, был на том месте. Это человек, которого я ищу, собственно. Они поставили меня на то же самое место, что и его. Рики Ямагучи, Акима Мацумото меня зовут. Это может помочь мне выяснить, что здесь произошло. Так, первое. Татари нападут татари. Да, привет, Дим, рад тебя видеть. Так, бум-бум-бум, чувствительность мышки. Давайте чуть-чуть приберем. Что я хотел еще посмотреть? О, скорость чтения. Давайте медленно, чтобы мы спокойно читали. И я сам, если что, прощелкивал. Вот, так будет намного приятнее, наверное. Так. О, piece of story. Find a note page. Найти записную записочку. 1921 год. 10 декабря.
Это продолжает происходить. Ничто из того, что мы можем сделать, не может остановить этого. Мы изучили все старые книги и провели все известные ритуалы. Это невозможно остановить. Ну вот так вот, ребята. Старые книги ритуалы. Что задумал мистер Ямамото? Я должен найти его немедленно. Йобани Роуд, мистер Ямамото. Так, больше ничего. На ключах есть бирка. Хироси Ямамото, должно быть, он менеджер. Его ключи здесь, он не может быть очень далеко. Ну, то есть, как бы забрать ключи нам не надо. Alright. Еще одна бумажка. 15 нет, получается 15 ноября, хотя может быть 15 ноября или 11. Нет. Ну да. Нет, все-таки месяца у них, видите, никак пишется. Все, 15 ноября, 21 год. Мне следовало прислушаться к мастеру Ямаде. Теперь и он пропал. Я уже сбился со счета, сколько их исчезло за последние 6 лет. Кукла, какие звуки по ночам. Я не знаю, когда в последний раз спал. Какая странная записка, 21 год. Почему мистер Ямамото хранил эту старую записку? О каких исчезновениях она говорит? Похоже на страницу из старой тетради. Ну, собери их всех. Покемон! Пешеходная тропа. Несы на тропе. Так, ну, здесь посмотрели все. Возьмите свои сумки и отправляйтесь к лагерям. Вроде все. Машину лучше закроем. Да, эта машина может быть управляющего. Если так, то он должен быть где-то поблизости. У меня тачка немного получше, но и в целом я офицер, как бы все понимают. Мы идем по тропе, босые ноги мочим. Мы такие же, как все. Выживать мы хотим. Так. Первая игра 26-го года, а? Щекотит что-нибудь? Нет? А мне щекотит. Кто бы мог подумать, что у такого красивого места может быть такая мрачная история? Кто? Нет, ну кто? Так, здесь стоят палатки для других отдыхающих. Я должен навестить их и задать несколько вопросов. Это мы всегда, пожалуйста. Потрындеть с кем-нибудь – наше золотое правило. Доколебаться до всех, пока погода идеальная для кемпинга на берегу реки. Да, особенно если ночью с пьяну идешь и вот так вот глазиком и насадился. Так. Кто у нас здесь? Кажется, этого человека здесь нет. Я зайду позже. Блин, даже бумажки нету. Вот они, кемпингующие. На чем-то демпингующие. Здорово, борода. Здравствуйте, я Акио Мацумото, детектив из столичного департамента полиции Токио. Можем ли мы поговорить? Конечно, детектив, чем могу помочь? Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Я сам прихожу, а зовут меня Грег Андерсон. Так, о чем же его спросить? О пропавшем человеке. Знаешь ли ты человека, который останавливался на месте 23? Мистера Ямагучи. Ямагучи, ты могучий. Я разговаривал с ним 1 или 2 раза в местах общего пользования лагеря, где-то у туалета, это все. Да о чем же вы говорили? Ни о чем конкретном, о погоде, о лагере и о природе. О погоде, о лагере и о природе, он еще и рэпер. Понятно, когда ты видел его в последний раз? Я вообще не помню, чтобы видел его вчера. Но я пробыл здесь почти весь день, я не гулял по окрестностям. А вчера вечером ты не заметил ничего необычного? Я не засиживался допоздна, но до этого момента нет. Вчера вечером место 23 горел свет? Да, насколько я помню, ночью свет всегда горит, а о любви, блядь, говорит. Так, знаете, что самое интересное? 23. Такое ощущение, ну знаешь, ну как бы вот там загадочное число. Может быть, дань Джиму Керри, в конце концов. Почему бы и нет? А не тиховата ли игра?
Давайте соточку поставим. Чтобы было слышно, как водичка. Может быть, кто-нибудь писать захочет. Так, о менеджере. Ты знаком с менеджером? А лично нет. Я просто знаю его имя, то, что он управляет заведением. Ну, ты вообще с ним сегодня разговаривал, нет? Нет, я немного говорил с ним вчера в полдень по поводу платежа, который я ему задолжал. Вот и все. Ну, конечно, то есть на барбера у тебя бабки есть, братан. Было ли что-то странное в его поведении? Он всегда был странноватым парнем, но ничего запредельного. Наверное, просто у него лицо такое. Ощущение странности само по себе приходит. Ну, а что это за ощущения такие? Не знаю, он кажется немного подозрительным, мало говорит, немного нелюдимый, замкнутый человек. Так, о лагере. Ты часто сюда приезжаешь? А я уже в 3-й раз посещаю вашу страну и каждый раз приезжаю сюда. Всегда стараюсь провести здесь несколько дней, это место просто величественно. Гениально. В Японии, видно, других мест нет, кроме лагеря. Значит, ты знаешь о других инцидентах. Да, я узнал о них когда. Пытался забронировать местечко в лагере, чтобы остановиться. У меня проблемы, детектив? Конечно же нет, но скоро будут. Был бы человек, а статья найдется. Дядька Мадуро об этом знает. Не беспокойся об этом. Знал ли ты кого-нибудь из пострадавших? Останавливался ли ты здесь в другое время Останавливался ли ты здесь в другое время с кем-то из них? Нет, не останавливался, и я не помню, чтобы когда-нибудь останавливался в лагере с кем-то из них. Я совершенно уверен, что ни один из других инцидентов не происходил, когда я был здесь. Ну ладно, больше не о чем чувачка спросить. Отдыхай, Грег. Этот Грег — косматый человек. Надо тоже съездить в Японию и сидеть в одном лагере, потому что это клево. Блин, а вот эти надписи начинают меня бесить. Задачки, они просто висят слева вверху, и они как-то не напрягают, а вот когда у тебя висит фотоаппарат, блять, ноутбук и прочее... О, нет? Это взаимодействующий показатель, что потрогать можно. А если показать цели убрать... О! А это все равно висит. Ну, тогда можно не париться. Сорян, ребят, тогда оставляю. Ой. Надо же засейвить. Просто немножко вырубает немного то, что справа такими огромными буквами что-то написано вечно. Блин, так еще... Как будто бы... Пес с ним. Вроде бы нормально. Хотя, блин, теперь не нравится. Во! Стоять на месте, стоять бояться. Так, поехали. Так, мое место дальше, а здесь еще место 24. Надеюсь, здесь есть с кем поговорить. Возможно, они что-то слышали прошлой ночью. Может быть, хотя бы кто-нибудь обзнул. Так. Мужичок. Привет, меня зовут детектив Акио Мацумото. Я работаю в столичном полицейском управлении Токио. Могу ли я задать тебе несколько вопросиков? Ну, конечно, если я смогу помочь, детектив. Как вас зовут, если можно спросить? Меня зовут Стивеном Мейли. Так. Ты слышал об инциденте с человеком с места 23? Ну да, слышал. Что именно ты слышал и от кого? Я слышал об исчезновении от менеджера сегодня утром, но я видел это своими глазами. Что ты имеешь в виду? Ну, я проснулся той ночью, чтобы сходить опеструнькаться, и увидел фигуру, идущую от той палатки в сторону водопада. Не придал этому значения и сделал свои дела и вернулся спадки. А ты уверен, что эта фигура была мистером Ямагучи? Было достаточно темно, я не могу быть уверен на 100%, но издалека он был похож на него.
Разве свет не был включен? Да, но в ту ночь был сильный туман, похож на обман, поэтому я не мог разглядеть ясненько. Что-нибудь еще? Кажется, он держал в руках фонарик, но кроме этого больше ничего. Так. Ты часто сюда приходишь? Это наш первый раз, мы туристы из USA. Мага, все дела. Как ты узнал об этом лагере? Я поискал в интернете и узнал о нем. Ничего особо сложного. И в ходе поисков тебя не насторожило предыдущие инциденты? Я читал об этом, но не придал этому значения больше, чем следовало бы. Наверное, люди оказались не в том месте, не в то время, так везде бывает. Так, о Манагере. Когда ты в последний раз общался с управляющим? Так это же приезжие, они же говорят, что они приехали. Один там из Гдании, эти чуваки из этого... Что-то, блядь... Какой-то я не влезающий. Ну да. Сегодня утром я подошел к нему, чтобы спросить, не может ли он одолжить мне инструмент для палатки. Он отдал, а потом все время разговора рассказал мне о пропавшем парне. А потом? Я рассказал ему о том, что видел, казалось, он был заинтригован моими словами. Он дал мне инструменты по жопе ладошкой, и я ушел, с тех пор я больше его не видел. Ты видел, как он выходил из своего кабинета в какое-нибудь время? Нет, не видел, извини. Ну, как бы этот чувак больше ничего не расскажет. А его бабёна? Привет, меня зовут Детектив, я работаю в столичном полицейском управлении Токио. Могу ли я задать тебе несколько вопросиков? Конечно, задавай. Ну, во-первых, как тебя зовут? Меня не зовут, я сама прихожу, а так я Клэр Лоусон. Talk to all in the other campers. Мы поговорили со всеми кемперами. Так, о пропавшем человеке. Когда ты в последний раз разговаривал с мистером Ямагучи? Дай-ка подумать. Я помню, что разговаривала с ним вчера утром. Да, он подошел и спросил спички. Как он выглядел? Очень хотел курить. Он был в порядке и, кажется, в хорошем настроении. Что-нибудь еще? Нет, после этого ничего не было. Он пошел к своей палатке, я больше ничего не видела. Менеджер живет в палатке? Хотя нет, это же был Ямагучи. Это симулятор допроса или хоррор? Я без шуток спрашиваю. Ну, блин, мы же приехали, мы же дефективы. Мы приехали, надо сначала все узнать, там, поболтать. Вот это вот все. Так, сейчас, секундочку. Такс. Сорян? Сорян-бабарян? Такс. О менеджере. Когда ты в последний раз разговаривал с управляющим? Я говорила с ней вчера вечером, когда мы пересекались, но только приветики, покашечки и ничего больше. Видела ли ты его с тех пор? Ну, я же сказала, нет, мой муж видел его сегодня утром. Ну ладно, как тебе лагерек? Лучше, чем концентрационный. Как часто вы приезжаете сюда в походы? Мы здесь впервые, а также наша первая поездка в Японию. Ты знаешь о предыдущих инцидентах в этом лагере? Да, мой муж мне сказал. Ой, это так ужасно! Девчонки! Так, ну все, с ней больше не о чем разговаривать в целом. И с ними тоже. Сейчас, секундочку, друзья. Я кое-что посмотрю. Мне вот кое-что не нравится прям. О, Ридорьян. О! Блять, все равно разгуляться мне негде. Надо просто не забывать, что как-то вот как-то так. Как-то так. Вот. Что ты все время, знаешь, думаешь, блин, а что-то не то, а что-то не так. Так, ну ладно. Все вроде нормально. Мы с вами получили все ачивки, поговорили со всеми в лагере, до всех доколебались. Ну и в целом, должно быть, это путь к моему месту, понял я. А еще дальше сходить можно? Нельзя. Невидимая стена. Ребята, делайте просто... Я видел табличку. Вот, ну все, нам написали.
Ну, просто, да, хотя бы, типа, дальше нет идти смысла, все, проблема решена. Место находится на холме, у меня будет отличный панорамный вид. Уже стемнело, надо было бы найти дрова, пока не стемнело. Уже поздно, точнее, надо найти дрова, пока не стемнело. Че их искать-то, вот они лежат. Халява, сэр! Ну, хорошо, использовать предмет. Так. Окей, я понял. Нам нечего использовать. Костер вроде подготовили. Рубить дрова не будем. Но чтобы его зажечь, наверное, нужно что-нибудь взять. О! Шик. Теперь можно и кайфануть нормально. Что это? Зайчишка, грязная шишка. Там слишком темно, я должен использовать свой фонарик. Фонарь Эль? Вы чё, ебанулись, что ли? Хи-хи, Бани. Ха, это был всего лишь клёлик. Ну, просто я понимаю, огонь погас. Как это случилось? Плохие дрова? Нет, они просто перегорели, братан городской. Alrighty, matey. Что, пойдем спать? Эй, я хочу спать. Какой-то нехороший там звук. Так. Ну, судя по всему, здесь никто не живет. Я в фонаре. И я человек-фонарь. Тропинка уходит за мост в лес. Окей, уходит и уходит. Ну, народ спокойно отдыхает. В общем, вроде проблем никаких нет. Сядь на пенек, съешь пирожок. Давайте фоточку, что ли, сделаем. Так, хорошо. Не понял. А что за старый ржавый ключ? А что это? Старый ключ? Отправляйся спать. Надо было найти ключ. Утром я отдам ему управляющему. Утром я его отдам управляющему. Вот.
Эх, мне нужно выспаться, чтобы завтра быть на высоте. Братан, мы и так на самой высокой точке лагеря. О! Это картинка. Я так думаю, что-то я не помню такого коридора. И что происходит? Ага. Нет, все-таки, смотрите, тропинка. Куда ты, тропинка, меня привела? У кого-то с пищеварением проблемы. Здорово, Тёмыч, привет, рад, что ты с нами. Класс. А может вернуться? Ой! Кто балуется? Блин, у меня нет фонарика. Уи! Ладно, куколка-то куколка. Зеркало? Что она мне сделала? Кошмар первый. Дзюдо-чамп? Удар дзюдо? Она применила на мне физическую силу, между прочим. Что это было? Братан, сон, наверное. Странный сон. У меня немного кружится голова. Конечно, тебе щепалах дали, леща и все. Уверен, что раньше их здесь не было. Братан, я тоже в этом уверен. Но кнопочка L это, конечно, топчик. Может просто свалить? Типа, ну нахрен, я домой. Есть такая функция? Типа, я домой. В тачку и в Токио. Ждать новый Resident Evil. Такой, ну его нафиг, ваши эти непонятные хрени. Я хочу домой. Блин. То есть сраный багажник мы, блин, открыть можем. А машину уехать нет. Нет смысла сейчас звонить в колокол. Да, ты не звонишь в колокол, а потом колокол звонит по тебе. Хи-хи-хи. Рефлексы всегда со мной. Пум-пум-пум. Турбохой. Я как понимаю, другие постояльцы ночью спят. Не, эти должны бороться в палатке, их хотя бы двое. Алло! Ебут, спади. Ладно, не хотят они со мной разговаривать. Никто не любит детектива. Детектива. Это вы хотели сказать детектива? Нет. Ну, следуйте за фонарями, так следуйте за фонарями. Пытались изучить все, не получилось. Курочка летает. По-моему, здесь не было указателя днем. Его только что поставили. Я не знал, что по этой тропинке есть деревня. Короче, вот так, ребят, будет на японском деревне, запомните.
Примерно через 30 минут хождения по лесу вслед за фонарями. Фонарями, рями, рями, рями. Что это за место? Должно быть, это деревня, на которую указывал знак. Должно быть. Выглядит страшно. Да нет. Пока что нет. Ну, немножечко обветшал мостик. Find your way to the village. Кто открыл ворота? Я хотел потрогать светлячков. Даже светлячки, мы веселые торчки. Или качки, ну, в общем, светлячки. Кто вы, маленький хоббит? Я, говорит, мистер Андерхилл. Исследуйте деревню. Но вот тут-то мы с вами и застряли на чертово количество времени, потому что, по-моему, чуть-чуть я типа невнимательный был, да? Как обычно. Типа 75-й девка, хотел сказать, демка за ночь. Так. Веревка! Ни хрена нам не дала веревка, оборвалась. Да, это старая масляная лампа, конечно, без горящего масла, но зеленый странный цвет для лампы. Судя по всему, по виду этого места, это единственная вещь, которая до сих пор стоит почти нетронутой. Стоит. Не стоит оно, судя по всему, ничего. Так, это следы от волочения по полу, не случайно. Здесь что-то неоднократно передвигали. Так, книжный шкафчик. Твою душу, Богоматерь! Старый сейф выглядит в хорошем состоянии. Он заперт. Если я найду комбинацию, то, возможно, смогу его открыть. 3 штуки. Да. Но эти фотографии кажутся скучными, просто черно-белые квадраты. Ну, вряд ли они похожи на какую-то комбинацию, да? Но держим в голове информацион. Что могут быть комбинации, в общем. Блин, теперь мне кажется, что я что-то очень далеко. Что такое? Вот как жить, ребят? Вы еще по этому поводу ничего не говорите. А я-то откуда знаю, блин? Как вам хочется больше? Так, а было у нас вот так. Ой. Вот так. О! А то мне кажется, что я себя не вижу нифига. Просто себя не вижу. Ха-ха. Теперь вроде нормально. Все, поехали. А какое-то там маленькое тельце вдалеке. Так, мы сюда вошли. Смотрите, здесь все заколочено. Заколочено. Нет, давай пойдем, короче, это... кругом. И будем сношаться. Будем к центру сужаться. Так, ну это у нас все было в демке, как я сейчас помню. Здесь нет ничего интересного. Классно. А вот записочка. 27 июля. Моя днюха. Гуляй рванина. Правда, 19-й год. Пациент Сумере Сэдзуки. Возраст 6 лет. Сумере, наверное, все-таки. Симптомы: высокая температура, кровохаркание, сыпь.
За последние 2 дня симптомы ухудшились, температура не спадает, у ребенка сыпь по всему телу. Сильный кашель, вероятно, повредил легкие, ребенок откашливает немного крови. Думаю, я больше ничем не смогу помочь с имеющимися у меня средствами. Я предложил родителям отвезти девочку в городскую больницу для лучшего ухода. Они организуют транспорт, вероятно, завтра. Собственно, вот он, наверное, транспорт. Отвратительно. Старые ржавые иглы. Лучше держать подальше и держаться подальше и быть, конечно же, осторожным. Не, я себя вижу. Мы в зеркале видели себя в самом начале игры. А, ты про меня? Да не. 25 июля. Сумире Судзуки. Возраст 6 лет. Кашель, невысокая температура, усталость. А, нет, подожди. Ну да. Родители пациентки через 2 дня хреново стало. Родители пациентки привели ее сегодня утром с симптомами лихорадки и кашля. Все анализы, которые я проводил, не дали никаких результатов. Возможно, это бактериальная инфекция от чего-то. Я дал родителям несколько травок, чтобы они покурили и расслабились для борьбы с лихорадкой, и посмотрю, как пойдет дальше. Такс. Шкатулка. А что мы должны сделать? Ага, понятно. Не совсем так, наверное. Ага, вот это вот прям совсем сдвинуть нельзя, да? Тогда давайте пока вот так. Чпуньк, это надо убрать сюда. И теперь сюда. Нет, не получится так. Потому что тогда мы вот эту фигню не приберем, да? А мы ее в любом случае не приберем. Нам что нужно сдвинуть-то? Вот эту дощечку до конца тудым? Вот эту темную? Или что? Как будто бы... Нет, она должна вот сюда пройти. Именно она. Больше никто не пройдет. Нам бы как-то вот эту сначала убрать. Да, вот. Это чё был за скрип такой? О! Креслица угнали. Угонщица. Угнала тебя, угнала. Ничего интересного, ничего неинтересного, ничего интересного. Здесь нет ничего интересного. А вот тут-то... Деревянный кусок. Квадратный деревянный кусок. Ну, судя по всему, с самураем. Или что это у нас? Кстати, есть ключ. Ладно. Забрали. У нас теперь есть самурай. Дощечку в дырочку. Вообще, это мы все любим, конечно, это дело-то. Эти вот дырочки всякие. Так. Все остальные двери закрыты, кроме этой. Что-то было здесь недавно. Enter the house. This is the house. Come on in. Свет выключился. Ну вот. Кто-то уронил фонарик. Он перестал работать, как только я вошел в комнату. Он больше не работает. Может, батарейки сели. И как давно он лежит на полу. Оставлю-ка я его здесь. Он бесполезен. Да. Книга выглядит не на своем месте. Она не такая пыльная, как остальные. Кто-то недавно взял ее в руки. Может быть, это Ямагути? Может быть, он где-то рядом? Название: «Злокозненные и доброжелательные божества». Странная книга для выбора. Хотя, возможно, это случайность. Еще один из этих квадратных кусочков. Возьму этот. Он, кстати, из книжки выпал, получается. Их не было в этом самом. В демке точно не было. Я не помню никаких кусочков маленьких выпадающих.
Неспадавшее дерьмо. Непростое угощение. Е-е-е. Здесь не открыть. Костер не разжечь. Навесной замок старый ржавый. Я могу попробовать сломать его. Не думаю, что кому-то будет до этого дела. Ну, мне его нечем ломать, не дощечками же. Значит, нужно найти какую-нибудь кувалде или какой-нибудь молотке. Что-нибудь в этом роде. Не надо читать Достоевского. Я вообще не очень люблю русскую классику. Она вся о страданиях. Человек должен страдать. Прям вот обязан. Человеку должно быть максимально плохо. Ну нафиг. В жизни и так дерьма хватает. Лучше вот отдохнуть вот так вот в Японии шикарно вечерком, да, после работы. Еще один квадратный кусочек. А вот и старый молоток. А вот и старый молоток. Это что подбить вот ту хрень. Так, все, этот дом закрыт. О, бухлишка. Прям такие нищенские дома-то. С другой стороны, типа деревня. Работа верных сёки никогда не заканчивается, ведь тени никогда не прекращают своего беспокойного движения. Теперь среди нас ходит новый демон, не похожий ни на одного из тех, с кем мы сталкивались раньше. Его имя в ужасе шепчут те, Волан-де-Морт, кто хотел мельком видеть его силу. Это существо коварства и хаоса. Его сила не поддается обрядам и печатям, на которые мы так долго полагались. Наши братья и сестры уже пытались связать его, но их попытки закончились неудачей и гибелью. С каждым днем его присутствие становится все сильнее, и его злоба заражает сам воздух, которым мы дышим. Но мы не дрогнем. Дрогнуть значит отказаться от священной миссии Сёки. Мы собираем наши знания, призываем нашу храбрость и оттачиваем нашу решимость. Ритуалы будут проведены заново. Наши песнопения станут громче, наши талисманы будут гореть ярче. Цена может быть велика, но мы знаем одну истину. Ни один демон не подвластен Сёки. И хотя он может сломить нас, мы не успокоимся, пока не покоримся этой мелкой смерзкой сущности. Неудача — это не конец, это лишь призыв попытаться снова стать сильнее, чем прежде. А вот эта вот штучка, которая здесь лежит... А, это просто говно. Ну, а точнее пятно. Но вы поняли. Так, прыгать я не умею. Еще один из этих странных кусочков, я возьму его. А потом говорит, сука, ты будешь играть у нас в пятнашки. Тут же игра стирается, пишется отзыв, что это полное неиграбельное говнецо. А на этом наш стрим заканчивается, и мы спокойно уходим в рассеивающийся туман. Не, ну а чё? Храму, значит, в этой стране есть храм. Я много чего не знал об этом регионе. Однако мне придется исследовать своим путем. Все знаки говорят мне, что нужно идти в этот храм. Она заперта, мне понадобится ключ, чтобы ее отпереть. Логично, у нас же есть ключ какой-то. Кровяка. Засохшую кровь не то, что я хотел увидеть.
Хотя он выглядит достаточно старым, она не может принадлежать моему пропавшему человеку. Это хорошо. Для нас обоих. Ой, простите, меня сегодня так замучили. Старый ржавый нож, воткнутый в стул. Я оставлю его здесь, кажется, слишком опасно его поднимать. Да, можно, наверное, что-нибудь получить. Какую-нибудь заразку. А? Так. Ой. Да, простите, друзья, еще раз повторюсь, я немного подвирсничком заболел, поэтому тяжеловато. Так, 6 января 1922 года. Почти как 8, только 6. И 22, а у нас, между прочим, 26. Просто 100 лет назад. Они бросили нас несколько месяцев назад, и мы уже ничего не можем сделать. Они и не могли. Пришло наше время уходить. Может быть, если мы оставим все как есть, оно позволит нам быть. Все вещи собраны. Завтра мы навсегда покинем это проклятое место. Начинается. Так. Древесный кусочек говнеца. Оп. И ничего нету. Ну, ладненько. Вроде бы все. Здесь нож трешь-помнешь. И все. Так, в этот дом тоже можно сходить. Старый фонтан с грязной водой в нем. Раньше здесь была центральная часть деревни. Здесь уже давно не собирались люди. Не собирались люди. Как говно на люди. На блюде. Это просто кусок сена или дерева. Непонятно. Но это все изучать, вот эти пустые бокалы, вообще бессмысленно. В них ничего нету. Ржавый ключ номер 2. Маленький ключ, на котором немного ржавчины. Ну ладно. Ух. Это началось 3 недели назад. Поначалу незаметно. Воздух стал тяжелым, небо темнее обычного, хотя бури не было. Над деревней воцарилась странная неподвижность, словно сама земля затаила дыхание. Затем появился запах. Поначалу слабый, словно что-то далекое и разлагающееся, но с каждым днем он становился все более мерзким, просачивался в наш дом и сны. Его невозможно было игнорировать. Лес, некогда живой, звуками существ и птиц, затих. Ни один олень не зацепился хуем за пень, не бродит у опушки. Ни одна лиса не шныряет между деревьями. Даже птицы, столь вечно присутствующие над нами, теперь избегают неба над нашей деревней. Словно какая-то невидимая сила прогнала их, оставив нас одних в этой гнетущей тишине. Теперь среди нас распространяются шепотки ужаса. Шептуны называются. Нам остается только гадать, какая невидимая рука настроила природу против нас и почему. Вчера я узнал о маленькой Сумире, дочери господина Судзуки. Она заболела, причем так внезапно и тяжело, что у врачей нет слов. Тень нависла над ней, а возможно и над всеми нами. Это началось 3 недели назад. Поначалу незаметно. Воздух стал тяжелым, небо темнее обычного, хотя бури не было. Над деревней воцарилась странная неподвижность, словно сама земля затаила дыхание. А затем появился запах. Здесь пока в игре не было ничего такого, чтобы появился запах.
Поначалу слабый, словно что-то далекое и разлагающееся, но с каждым днем он становился все более мерзким, просачивался в наши дома и сны. Его невозможно было игнорировать. И не хочу, чтобы какие-то запахи просачивались в мои сны, ребят. Так, ну вроде бы все. Господи, мышья! Так, бутылки. Опа! Так. Опа, еще одна деревянная какашечка. На коробке такой же рисунок воина. Ну, видно, мы отсюда какашечку забрали важную. Хорошо, что не влажную. Так. И, собственно, все. Отсюда мы пришли. Ужас, говорит. Ужас. Привет, Дима. Ну, ужас. Полнейший. Такс. Что у нас еще есть? У нас есть замок. Ой. Ключ подходит, но не отпирается. Слишком много ржавчины. Понятно. А что мы с вами еще нашли? Мы нашли какой-то сейф, но мы не нашли никаких цифр комбинации 100%. И мы вот здесь вот в доме нашли потаенную комнату. Ну как потаенную? Вот она, целиковая. Здесь нужно замок разбамбучить. И молоток развалился, как и все в этой гребаной деревне. Канистра для масла. Металлическая канистра, наполненная смазкой. То есть смазкой она уже наполнена. И она полна, написано. Полна коробочка-то. Ха-ха. Но пойдемте смажем замок. А внутри замка уже и смажется сам ключик. Наверное. Возможно, это поможет справиться с ржавчиной. Действительно. Fuck yeah. Дверь отперта или отперта. Не знаю, кто кого пер, но у нас, смотрите, первое. У нас в инвентаре какое-то огромное количество деревянных кусочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть аж. Вы видели какое-нибудь панно, куда его можно воткнуть? Или это будет дальше? И, по-моему, мы с вами не видели никакого кода, ну, там, типа, бом-бом-бом-бом-бом, который можно было бы влупить, да? Ну, или что-то такое. По-моему, не было. Сумира, у меня для тебя есть подарок. Что это? Смотри, я подарил тебе эту милую куклу, которая тебе так понравилась. Разве она не похожа на тебя? Да, спасибо, братишка, я дам ей свое имя, Сумире, а вот это, походу, дело зря. Найди способ попасть в дом. Кто эти люди? Get a flashback. Так, дверь закрыли. Фотокарточка. Радостный семейный портрет. Да, они прям все счастливы. А что, разве на фотографиях можно улыбаться? Не смей улыбаться, сынок, это фотография. А, это было про $1. Какая-то подпись. Улыбающаяся в центре, окруженный девочкой, окруженный своими любящими родителями. Ну, как-то они не улыбаются прям совсем, только дед вроде радостный. У нас есть ноутбук, и мы кучу всего позаписали. Ну, точнее, что нафигарили. А фоткать здесь особо нечего, откровенно говоря. Чья-то несвежая обувь. Двери не открываются. Ручки нет, дверь невозможно открыть. Понятно.
Братан, она из рисовой бумаги, проткни ее пальцем. Будь Буратино, проткни носом. Не будь хренососом, извините. Так, а здесь тоже, естественно, надо найти ключ. Красно-синий самый сильный. Можно зачем-то брать подушки. Граммофончик. Давай поиграем вместе. Давай не будем. Мне нельзя играть с маленькими девочками. Навсегда. Черт, это видение. Что со мной происходит? Дверь открылась, судя по всему. Да, давай пока закроем. Подобрана фотография. Девочка крепко сжимает свою заветную куклу. Выражение ее лица — смесь решимости и утешения. Ну, судя по всему, это как раз Сумире забирает Сумире. Но это явно не отсюда фотка. Пустая рамка для фотографий. Опа. 18 июля 19 год. Я показал куклу маме и папе, но по какой-то причине она им не понравилась. Они сказали мне, что она напоминает им старые страшные истории, которые они слышали в детстве. Они не хотят, чтобы я отдавал ее Сумире, но я уверен, что Сумире она нравится и понравится, точнее. Она уже давно просит куклу, думаю, она идеально подходит. Так, ни хрена нету. Не, ну а вдруг... Больше ничего. А, вот еще. Обожаю, когда делают столько выдвигающихся штук, а кидать хоть какой-нибудь мусор в ящики. Ну, типа, братан, иди на кукан. А вот так сделаем через кутак, извините. Шкафчик. Дверь заклинила. Опа. 26 июля 19 год. Пациент Сумире Судзуки 6 лет. Симптомы галлюцинации, дисфазия и лихорадка. Дела у пациентки обстоят не лучшим образом. Чтобы не заразило ее, оно распространяется довольно быстро. Со вчерашнего дня у ребенка появились галлюцинации. Вероятно, их вызвала лихорадка вместе с легкой дисфазией. Когда она пытается общаться, все слова выходят как рычание и крики. А когда мы можем понять, что она говорит, она рассказывает о голодных монстрах. Мало что имеет смысл. Мы дали ребенку несколько капель успокоительного в виде опия. Да, тогда больше же ничего не было, по идее. Морфинчика могли влупить. Чтобы она уснула и отдохнула. Даже во сне она бормочет непонятные слова. Я вернусь завтра утром, чтобы еще раз проверить ее состояние. То есть она здесь спала. Ну а куда нам? Все равно больше идти некуда. Может быть, важно, как подушки лежат, типа. Хрень какая-то. Нужно найти ключ. Так, стоп! У нас же есть еще одна картина.
Точнее, еще одна фотка. Не, она совсем мелкая. Больше ничего здесь нету. Выбивай, братан, рисовые двери. Так, чтобы убрать доски, нужна какая-то хрень. И здесь отсутствуют дверные ручки. Числа. Ну, это братец пишет, да? В последний день я проходил мимо магазина игрушек в городе, на витрине я увидел красивую куклу. Она была поддержанной, но ее красота была чем-то не от мира сего. Я не мог оторвать от нее глаз, ее глаза, выражение лица. Она словно разговаривала со мной. Думаю, она станет идеальным подарком для Сумире на день рождения. Она будет в восторге. Она выглядит совершенно новым, она не поймет, что она поддержанная. И я пойду, возможно, завтра или послезавтра, чтобы купить ее в магазине. Надеюсь, никто больше не возьмет. Классно, да, что не видно бумажки. Мы взяли через шкаф. Отлично. Короче, первое. Нам нужна какая-то фомка. Вот. И второе, пока непонятно, что делать с фотками. Бумажку мы прочитали. Матрас-то. Мамочка, мне страшно. Не волнуйся, Сумире, мама здесь. Твоя любимая кукла тоже с тобой, что защитит тебя. По ходу дела, с куклы-то все и началось с покупки непонятной куклы. Сумире? То есть она умерла прямо здесь. Опять эти видения, а? Они мне не нравятся, и мне не нравится, к чему это приведет. Согласен. Нож. С 17 июля 19 год. Я купил эту куклу. Владелец сказал мне, что куклу зовут Магуай. Что кукла имеет большой успех, и он постарается найти еще таких. Он сказал, что люди постоянно спрашивают о ней, о том, сколько она стоит. Думаю, мне повезло, что она досталась именно мне. Наверное, она красивая, но почему так много людей зацикливаются на старой кукле? Разве они не могут просто купить новую? В любом случае, я положу ее в коробку и заверну ко дню рождения Сумире. Она будет очень счастлива. День рождения почти настал. Эй! Блин. Я верю, что ее раньше здесь не было. Братан, я знаю, что ее здесь раньше не было. Мы точно ее не видели. Что случилось и куда она делась? Эй! А почему эта дверь не открылась? Я-то надеялся. Жмяк, жмяк, еще хомяк, вот это все. Да блин. Ах ты, сучка. Писюлька стояла. Писюлька-закрывулька. Блин, я вошел в ящик. Чуть там не застрял навсегда.
Ой, блин. Спасибо тебе за 7 замечательных лет. Я сожалею о твоей потере. Мы перепробовали все, что знали, чтобы помочь ей. Можем ли мы хотя бы кремировать ее вместе с куклой? Она очень любила ее. Уверена, хотела бы быть вместе с ней даже сейчас. Мне жаль, господин Судзуки, но это невозможно. Почему? Оставим куклу, чтобы дальше продолжалось... И в конце манда, и все, и капец. Я уже думал, ничего не будет, а тут вот это вот... Чего? Костер? Это место что-то мне напоминает. А мне нет. Но то ли это место, которое мне снилось раньше. А, ну да, что-то такое было же. Это обычный уровень, мне нет ничего примечательного. Кроме праха Сумире, судя по всему. Эй. Чё за трип наркоманский? А вот это уже пугать не будет. Потому что это мы уже с вами видели. Где-то я это уже видел. Снова дом, все тот же дом, как я ему, он мне знаком. Собственно. Ой. Еще одна. Это была более яркая, чем предыдущая. Кто-то пытается мне что-то сказать или напугать. Но пока не особо получается. Ничего не происходит. Но здесь как будто бы именно прям ключ нужен. Ох, ё-моё. Следующая часть дома, что ли? Нет, двор. Изнутри ведра с водой. 16 июля. Какая странная ночь. Я с большим трудом пытаюсь заснуть, и в те моменты, когда я наконец-то мог закрыть глаза, мне постоянно снились кошмары. Какой-то темный силуэт звал меня к себе. Это происходило до самого раннего утра. Каким-то образом мне удалось поспать несколько часов. Так, скопировал в блокнот. А почему? Изнутри ведра с водой. Окей, потому что типа это важно. Здесь может быть какая-нибудь штука.
планатор-плантатор, который позволит нам отодрать доски. Ну, по идее, да? Хочу драть доски. Опа. Ну, охренеть. Фух. 10 февраля 21 год. Ну так, минимум 2 годика прошло, считай. Полтора, ладно. Прошел год с тех пор, как Сумире ушла из жизни. Первые несколько месяцев нам было очень тяжело смириться с тем, что ее больше нет рядом. Но это еще не все. Волосы куклы Сумире, которые лежали рядом с ее алтарем, начали расти. Мы стригли их, но они всегда отрастали снова. По ночам, чами, как пела Рамазановна. Когда-то мне или маме снилась Сумире, кукла появлялась рядом с нами утром. Мерцание света, стук в доме, шумы и странные голоса. Чем ближе год подходил к определенным ключевым датам, дню рождения Сумире или дню смерти, тем хуже становилось. Мы пробовали бросать ее в колодец, но она почему-то всегда возвращалась обратно, как Петюня. Сколько голову мы ему не отрываем, он все время на месте. Поэтому мы решили отнести ее в ближайший храм. Надеюсь, она останется там. На страницах дневника я нашел множество упоминаний об этой кукле. Но как кукла и маленькая девочка, связанные с моим делом. Пока что никаких следов пропавшего человека. Не думаю, что ему удалось сюда проникнуть. Пока что в доме нет никаких следов проникновения. Я уже забыл, что я мужика какого-то ищу из палатки. Ладненько. Еще одна дверь, и она закрыта. Не подходит сюда эта фотка. Так, здесь мы уже шарились, да? Дверь заклинена. Сухой остаток мы ни хрена с вами не нашли. Ближе к датам смерти или что? Стоп. Просто несколько мешков какой-то одежды, ничего интересного. Так. Да нет, ну они не подходят по размеру, и непонятно, должны ли бы они быть здесь, нет. Может, там что-то? Возможно, в любом случае дверь заколочена. Коробка. Непредвиденное препятствие. Непреодолимое. Ужасное. Ну и как бы, блин. Ключа у нас нет. Опа! Подушенция. Find half of the notes. Найдите половину всех записок. 26 июля 19 год. Пациент Сумире. Возраст и симптомы не написаны. Родители позвонили мне поздно ночью. Ребенок громко кричал и лежал на полу, пытаясь дотянуться до куклы, которую родители положили на тумбочку, когда она спала. Они пытались поднять ее, но не смогли. Ее брат пришел ко мне домой и попросил о помощи.
Когда я пришел в комнату, то увидел одну из самых ужасающих вещей в своей жизни. Лицо девочки было... Я дал ей успокоительное, чтобы она уснула. Так, возможно, где-то что-то есть еще. А если под подушками еще что-то где-то есть? Нет, ни хрена нету. Все, эта дверь больше не открывается. Так, из сухого остатка у нас есть какая-то шкатулка, для которой нужен код. У нас есть двери. Одна заклиненная, для одной нужен ключ. Есть шкатулка, здесь можно убрать доски. Может, нож? Нет, ножом нельзя убрать, отковырять. Хотя, ну ладно. Это сюда тоже не подходит, да, для алтаря? Для этого мне понадобится что-то еще. Ну, то есть эти штучки, видно, сначала тоже нужен ключ. Папа и мама издеваются надо мной. Наверное, вчера вечером они взяли куклу и поставили ее возле комнаты Сумире. Эти старые истории меня совсем не пугают. Старые истории, чтобы держать малышей ночью в постельке. Кроме того, мне нужно еще немного почистить. Чем бы они ее ни натирали, пахнет она очень плохо. А, ну то есть они куклу типа натирают. Но мне кажется, это не так. Тут нифига нету. Ой! Ой! Ребят, я все понимаю, но я, блядь, застрял по ходу дела. Все. Ха-ха! Софтлок. Приседать мы не можем, ничего не можем. Ящики открывать, закрывать больше не можем. Блин, ящичек. Это вот этот, а может быть вот этот, который рядышком появляется иногда. Открыть его. Ну, блин. Ну, загрузить игру. Потому что, как вы видите, я, в общем, словил софтлок. Блять, точнее, меня закинуло хрен знает куда. Уж грузилась бы сразу же после этого момента. Ну да ладно. Так. Интересно, он запомнил, что я собирал уже какие-то записки? Или пофигу нам на тебя, чувачок? Так, здесь ничего не было, как мы помним. И с ящиками, как мы помним, тоже надо намного аккуратнее. Блин. Ага, мы не делаем шик-шик-шик, потому что она уже была собрана, эта записка. Ага, окей.
Может, знаешь, какой-то клочок бумаги где-то. Тихо, аккуратней. А то она потом это... мочит нас своими мощными... Тут ни хера нет. Здесь теперь закрыто. Так, еще раз, тут нужен ключик. Здесь просто заклинило. А фотки мы с вами нашли 2, и непонятно, как ставить. Тут нету ручки. Но тут заколочено. Ножом здесь ничего сделать нельзя. Ну да, вот это, видите, проваливается, и вообще она не срабатывает. Нет, она не запомнила, что мы брали эту записку. Не зря еще раз прочли. Здесь уже ничего не происходит. Здесь нам для алтаря что-то нужно. А с этими штучками, типа, нужно что-то еще. Эту штуку в блокнот. Все, с ведром ничего делать больше нельзя. Положить в него тоже ничего нельзя. Здесь просто сорняки. Здесь такая же тема? Да, здесь такая же тема. Тут, как мы помним, ничего не было. Ничего не было. Это мы с вами записали. И гребаная шкатулка. Раньше дарили детям на день рождения, чтобы те хранили свои ценные вещи в безопасности. Угу. День рождения. Может быть, день рождения Сумире нам нужен? Тем более здесь еще злобная записка о том, что... Вот. А, стоп, подожди. Мы ж тогда не получим суперачивку за собранные все штуки. Я же вот здесь вот, в прошлый раз, где застряли, мы вот тут не забрали бумажку. Вот, теперь забрали. И, естественно, прочитали. Так, и больше тут ничего не было. Угу. Так, когда у нас получается день рождения Сумире... Он говорил, что вот-вот, 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 вот-вот. Такс. 15-го, 17-го я купил эту куклу. Владелец сказал, что кукла имеет большой успех. А у нее 27-го день рождения, прям как у меня, да? Типа 26-го или 27-го же прям писали. Поэтому давайте попробуем разблокировать. Типа 27. (0,7).
26:07 не работает. Тогда может быть день смерти? Прошел здесь вот год с тех пор, как она ушла из жизни. То есть 10.02. Может быть 10.02? Тогда. Вот нихера. День рождения был 26.07. Блин, а как так-то? Не в день же покупки куклы. Так, блин, интересно. Старая шкатулка. Раньше их дарили детям на день рождения, чтобы те хранили свои ценные вещи. Здесь нет даты? Нету. А на второй фотке, которую я подобрал и зачем-то там оставил, я думал, может, какой триггер сработает. Ну, что-то есть. Но тут нифига и нету. Слушайте, я хрен тогда знает. Ну, по идее, нам надо эту шкатулку открыть. Десятое, второе. Может, в обратном порядке. Типа 0210. Это тоже не лепится. А может, месяц, год, 07, типа 16. Не, ну, типа день рождения. Ей было 6 лет. Умерла она, получается, в каком? В 19-м году, да? То есть, типа 16. 16-й год, 7-й месяц. Или число, год. Не, почему 16? Если ей 6 лет, то 10-й же год, да? Блин, не понимаю. Вот как будто бы вот здесь хочется... Ну, как будто бы записка сама говорит, да? Надписей никаких нигде нет. А там, где фотка Сумире, покойный... Ай, сейчас, секунду. Ух. Может быть, здесь какие-то даты? За 7 замечательных лет.
А, ну 7 лет ей уже исполнилось. 7 лет ей уже исполнилось. За последние 2 дня симптомы температуры не спадают. У ребенка сыпь, сильный кашель, вероятно. То есть год рождения получается 19-12, да? Может быть 19-12? Ну какая-то логика должна быть в открывании этой шкатулки. День рождения, ну точнее год. 12-й год, типа 7-й месяц, хорошо, не работает. Двадцать 27-й не работает. А там ровно год прошел. Он пишет, с какой даты. Ну то есть все равно не подходит. 12-й год не подходит. 19-й не подходит. Пиздец. Ну больше ничего нету нигде. Не знаю даже куда идти. Она заклинила. То есть, по большому счету, мы с вами там чуть ли не 50% игры уже прошли. Вот, но что делать дальше, я пока не понимаю. Давай засейвимся на всякий случай, что ли. Да, на 40% мы с вами прошли. А там же явно будет еще и храм и так далее. Но я не понимаю, как открыть шкатулку, ребят. Вообще не понимаю. Вроде бы все должно быть логично. Но нет. Мы пробовали уже и 26-е, 7-е, и вообще что только не пробовали, блин. Каких-то цифр я больше здесь нигде не вижу. Этот ящик страшно открывать, мы помним. Доски нам убирать нечем. Стоп, а если я пофоткаю вот эти несуществующие фотографии? Есть какой-нибудь смысл? Нету. Что-то непонятно. В саму комнату нас, сука, не пускают. Пустые рамки, и больше ничего здесь не осталось. То есть до этого момента все было ясно понятно. Такое ощущение, что я где-то что-то не вижу, либо
Не понимаю код, который нам нужно ввести. Он перед глазами где-то. Но непонятно, что именно. Алтарь, понятно, там, возможно, либо кукла закрыта, либо прах. И это нужно будет отнести как раз, наверное, в храм, чтобы это все дело успокоить. Да, здесь мы просто смотрим старое ведро. Предмет использовать не можем. Просто там был поиск, чтобы найти нужную хрень. Ручка отсутствует, но для своего возраста выглядит в хорошей форме. Ну, это просто изучить. То есть ручку поставить сюда нельзя будет. Оп, груда камней. Переместить. Опа, 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 опа. Так, 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 так. Вот это уже хорошо. Ну, возможно, Дим, потому что вчера вот прислали мне авторы ключ, сказали, эмбарго нет, игра выходит только 12 числа. Может быть, конечно, еще кому-то прислали, и кто-то уже успел застримить. Возможно, мы будем одними из первых. Надо, кстати, тогда, когда эта игра зафигачится, сегодня попробовать на нее как раз поставить. Мне, наконец-то, говорю, YouTube разрешил использовать для своего канала разные языки. Попробовать вот на последние самые интересные эфирчики. Вот там вчера проходили игру классную, и все 5 концовок получили. Попробовать включить самые популярные языки. Английский, естественно, французский, итальянский, немецкий, португальский, как минимум, наверное, и испанский. Ну, потом можно добавить там всяких китайских языков. Вот узбекский язык надо добавить, потому что меня в регионе начали смотреть больше. Ключ. Вот в чем дело, ребята. Вот где я нафакапился. Ключик мы с вами не нашли. А теперь нашли. Вот так. Здрасте. Здрасте, мордасти. Сено! Мы нашли сено! Так, а также мы нашли молоток, которым сейчас оторвем доски. И еще одну бумажку. 13 марта 2020 года. 32 дня. 32 дня я не видел ее. Меня не волнует, что сейчас с ней происходит. Мать и отец разберутся с этим. Да и вообще, какой в этом смысл? Мы все должны просто уехать. С ней происходит? То есть она жива? Интересно. Доскадер. Доскадеры, доскадеры. Ну, знаешь, что песня, да? Так. Что здесь произошло? Ничего нету. Тут они кушали, вот чайничек на костре. Здесь заколочено, и это уже почему-то открыть нельзя. Кровь на стене. Большие брызги крови, но маленького роста, да? Кому-то маленьким полоснули ножом. Фотка. Это похоже на изображение старого храма или что-то в этом роде, судя по всему, которому мы должны будем пройти. Сейф. Помните сейф, который мы с вами видели? Очень интересно, но код не полный от сейфа. 5 вверх, 7 вниз. Но еще так много цифр между ними.
Или это ворота от храма будут открываться? Ай, какой-то хренью! The fresh meat. Сейчас бучер бы еще сюда прибежал бы. Кливер, секира, тесак упал прямо возле моей руки. Должно быть, я случайно на что-то наткнулся. Ага. Деревянный кусок. И все. И больше ни хрена нет. Ведро в хорошей форме, я буду иметь это в виду. Я думал, здесь сейчас хоп-хоп, свиногрыз, и дальше нам что-то откроют. А все. А все. Больше ничего нету. То есть, как бы... Но молоток остался. Может быть, сейчас эти штучки начнут подходить, потому что их нужное количество. Нет, неправильным кажется. Может быть, вот эту гостиную можно будет открыть? Нет, здесь ничего такого нету. Открыть, открыть. Возможность отсутствует. Блин, из одного тупика пришел в другой тупик. Развеселый, блин, дикпик. Кусок бумажки мы с вами уже прочитали. Он же даагрится. На мою мышку. Блин. Ну тогда этот код что-то значит. Ну что? Нам еще вот эту надпись не перевели. Возможно, возможно, здесь что-то важное написано. Блин. Может быть, мне переводчик поможет в этом? С японского давайте попробуем. С японского на русский. Ну, пишут, что это типа китайский. Держи вещи при себе, держи вещи при себе. Забудь о вещах, забудь о вещах. И все. Ребят, и все. Что это значит? Какую-то монету вытащили. Одиночная потертая монета с тускло вытреванными деталями, окрашенная в золотой цвет. Так, блин, а чё за монета? Зачем мы запомнили про ведро? Забудь о вещах, забудь о вещах.
Блять, сложная головоломка, непонятная причем. А, то есть заклинил. Эта дверь никогда не откроется, так же, как и эта. Элечка, привет, 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 привет. Рождество нет, 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 но спасибо, спасибо в любом случае. Будь здоров, вот это вот, да, спасибо, вот это важно, да. Рад тебя видеть, всего хорошего вечера. Я тоже рад тебя видеть. Мы тут в первую новинку 26-го года играем, но я ни хрена не понимаю, как разгадать эту хрень. Не, можно, конечно, цифры подобрать, типа попробовать, если это вообще они. Блин, а что там было написано-то? Блять. Вот, из головы вылетело. Два прихлопа, три притопа. 5-7. Причем стрелки вверх-вниз, не понимаю. Держи при себе, держи при себе. Пять, 7. Причем код-то там, видели, огромный. Давайте считать, что 5-7 это те цифры, которые должны быть. 0-0. 0-1 не подходит. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9. Окей. 1-0 не подходит. Раз, два, три, четыре. Пым. Такое ощущение, что это то ли не отсюда, то ли чего. Если она в итоге откроется, это пипец будет. Ну, вот таким дурацким способом. Один 0, 0-1. Уже пробовали, да? Это хренью занимаемся. Но я абсолютно не понимаю, как по-другому ее решать. Причем нам вроде подсказывают, что это надо открыть, потому что вот там типа днюха у ребенка. Я вот и думал, как бы вот не работает, ребят. Вроде вы все условные комбинации посмотрели. Еще и бумажка с этим. Прошел год с тех пор, как она ушла из жизни. Вообще не понимаю. На бумажке больше ни хрена нет. Ребят, я нужен какой-то help там. Ваши тоже рассуждения. Я как бы что-то в заднице, что ли? Как это еще назвать, не знаю. Следов пропавшего человека. Да это мы уже все слышали. Может, опять на кровать надо как-то вот там нажать, когда было до этого. Но видите, что-то не нажимается. Это монетка сраная, блин. И так классно, открылась одна комната, я обрадовался, открылась другая комната, и ни хрена. И так я такой, блин. Такое, знаешь, ощущение, что, блин, братан, ты что-то пропустил.
Когда этого мы пропустили эту штуку? Чё? Чё? Блин. Зараза, гребаный мешок. Я уж обрадовался такой. О, нашел! Нашел какую-то хрень! А здесь просто ничего замечательного. Почему он ее не видел? 32 дня назад она типа умерла. Почему? А как вот из 13.03.1920 отнять 32 дня, например? Вот, опять же, ну просто хочется какую-то логику найти в этой коробке, как ее открывать. Но я пока не понимаю. Сейчас попробую, конечно, в калькуле это сделать, условно говоря. 13.03.1920 год. Вычесть. Будем вычитать. Получается, сколько у нас? 32 дня. Какая дата будет? Я просто уже не знаю, что еще предположить, если честно. Терпеть не могу, когда делают вот такие вещи зачем-то. Ну да, 10.02 получается. Все верно. Она и умерла 10.02. Вроде бы, да? Что там же писали, что год прошел. Ну мы с вами пытались вводить уже эти цифры. Может быть, как в прошлый раз, я тоже опять же здесь чего-то не увидел. Да нет, тут вроде больше нет ничего. У вас единственное осталось неоткрытое, и к чему можно нормально прикоснуться, это гребаная шкатулка. Десятое 02 не работает, 1920 не работает, по-моему. 10-й месяц, 20-й год не работает. 13-20 тоже не работает. Я не понимаю, как открывать эту шкатулку. Даже с учетом той открытки с этими непонятными цифрами. Я бы сказал, что вообще нету даже близко. Но... Ой, извините. Даже близко, знаешь, нету какой-то идеи прям. Еще что-то с этим связано. Причем у меня ощущение, что завтра... Я даже не знаю, блин.
Я больше ничего просто предположить не могу. Так что, ребят, как говорится, need help. Ну да, 10.02, 20, все верно. И 32 дня прошло с ее смерти, мы типа должны убираться. Волосы на алтаре. Блин, а может быть, вот этой монеткой можно алтарь открыть? Что-то я даже не попробовал. А вот здесь вот рядом эти камушки, уже здесь ничего такого нету, да? Классно, фонари светят. Для этого мне понадобится что-то еще. Молотком он расхренач замок. Ничего не происходит. Здесь ключ нужен. Блин, ребят, давайте думать вместе, ну. Как будто бы. Такое ощущение, что вот это ребус. Но я не понимаю, как его разгадать. 5 вверх. Почему вверх? Ну дальше 3, 1, 4, 6, 2, 8, 5. Что это значит все? Может, какой-нибудь другой переводчик нам эту фразу скажет, что это не китайский? Точнее, не японский. Почему он здесь сказал, что китайский, хотя мы японский? Так. Давайте попробуем другим переводчиком пахнуть. Может быть, он... Так. Потому что я не понимаю. Я говорю, мы нашли кучу записок. Когда девочка жила, когда она умерла. Дальше что делать, блин? Вот иногда вот такие загадки выбивают из ступора, и хочется сказать, я в эту игру дальше играть не планирую. Спасибо большое. До свидания. Удачки. Отдыхайте. Так. Не, вообще какую-то кракозябру перевели. Что-то хавайся. Что-то так эта хрень. Как будто бы набор букв. Может, из-за того, что здесь стоит это самое, это нет идеи, блин.
Блин. Ну сказали же, дата рождения, дата смерти. Ой. Так, камеру. Угу. Ай. 20-й год. Она умерла в 20-м. Ей уже исполнилось 7 лет. 0313. 1313. Мы еще не пробовали. Какие мы еще не пробовали цифры, комбинации? День рождения, дата точно не работает, как будто бы. Тринадцать, 0313. 1320. Хотя почему 20? 0320 тоже не подходит. Да, блин, вот это загадка нахрен в игре. Здесь тоже ничего не покажет, да? $19.88. Прикинь, сейчас подойдет. Вот это смех будет. Я уже просто не знаю, что пробовать. Ну, конечно, не подошла. Я уже и калькулятор, блин, пощелкал. И все на свете. Ну, прям вообще не понимаю, как ребус решать. А потом авторы, я говорю, удивляются, блядь, почему их игру не покупают. Такие, ну, блин, а чё? Мы же сделали классный продукт. Так, какие у нас еще есть даты? Транспорт на завтра. 25-го ей стало плохо. А вот когда именно у нее днюха... Кукла, звуки по ночам. Может это как-то... Так, сейчас, секунду.
Прошу прощения, отвлекли по работе. Я, короче, пока все равно не понимаю, что делать. У нас нету никаких... Никаких других цифр, никаких других дат. У нас ничего нету. Началось 3 недели назад, при этом нету точной даты, от какой отсчитывать. Куклу маме показал. По какой-то причине она не понравилась. Она напоминает что-то им там старые страшные истории, которые не слышали в детстве. Они не хотят, чтобы я отдавал ее Сумире, но я уверен, что Сумире она понравится. Она просит куклу, она подходит. И 26-го она уже болеет. То есть, ну, типа, кукла ее уже заразила. То есть, от 18.07 дальше. Ну, то есть, день рождения как будто бы было... Ну, вот в это время. Типа... От 18.07 эту же шкатулку написано на день рождения подарили. От 18.07, верно? Но это все, что мы с вами прочитали. Я не вижу ничего другого. Не работает. Когда у девочки день рождения? 19-го. Не работает. 20-го не работает. День смерти не работает. 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е, 26-е, 27-е. Все, дальше все, dead. Если даже у нас месяц 07 и дальше идут даты. Наоборот, то есть. Да даже 17-е, 18-е. Может, здесь что-нибудь дернуть надо? Нету ничего. 19-е, 20-е. Ой, 20-е не получается. 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е, 26-е, 27-е. Все. Если просто год рождения... Бля, просто год рождения же мы не ставили. 19-го ей еще было 6 лет. Ну, то есть, значит, она 1913-го, да, года? Блять! Как же все просто. Написано же день рождения девочки. Ну не день рождения, типа день рождения. А рождение это год определенный. Сегодня настал тот самый день. Подарок готов. Да, привет, Антоха. Да, опоздал. Слушай, пока прям сложное по загадкам. Ну, либо я, как всегда, себе что-то сложное в голове возомнил и пытаюсь в это сложное удариться головой. Сегодня настал тот самый день. Подарок готов и упакован. Могу только представить выражение ее лица, когда она развернет коробку и увидит внутри куклу. Кажется, прошлой ночью, когда я спал, мама пыталась уничтожить куклу. Я оставил ее на столе, но нашел на полу, как бы разбитый в углу. К счастью, кукла внутри не пострадала. Девушка лежит в кровати, бледная и хрупкая, и в глазах отражается агония. Это когда ее зафигачили. И мы нашли с вами ключ. Дополнительный ключ, железный, без украшения. Что этот ключ нам откроет? Так, здесь двери заклиненные. Да, у кого-то это пройдет, наверное, в разы быстрее. И здесь не надо использовать железячки. Ну вот, да, Элечка, вот. Как это было, блин, невероятно клево. Отвлекся немного по работе, потом такой, типа, ну, блин, ладно, давайте посмотрим. Еще один деревянный кусок, и он, видите, не здесь используется. Собственно, прах. Я думаю, что это урна Сумире. Подобрана урна. Кажется, она полна. Кто-то приложил немало усилий, чтобы запечатать ее этим висячим замком. Ладно. Я возьму ее с собой. Это может быть связано с другими пропавшими людьми в этом районе.
Хотя я надеюсь, что нет. Окей. А дальше что? Может, надо монетку заплатить? Ни хрена. Теперь, может быть, надо правильно фото развесить или что? То есть, знаешь, опять же, такие игры, они хороши, но когда загадка идет за загадкой просто бесконечным потоком, это, если честно, превращается вот как раз тоже в какую-то агонию, что ли. Я не знаю, как это по-другому назвать. Сумасшествие бесконечных... Ну да, вот у нас 3 фотографии. Теперь. То есть ей совсем плохо, она лежит в кровати. То есть как будто бы, знаешь, вот типа вот тут счастливая семья. Была бы еще, говорит, не так суперски замудрена. Да не говори, блин. Девочка с подарком. Больше же нету, да? И последняя вон там. А тут она лежит типа уже в агонии. Она помещается в рамку, но что-то кажется неправильным. Что именно? Ну, то есть, типа, картинка не отсюда. Ну, проблема вся в том, что они все не по размерам рамки. Ну или здесь она с куклой на входе довольная, потому что здесь была записка о том, что... А давайте посмотрим, о чем была записка еще раз. Последний день я проходил мимо магазина, увидел куклу. Хорошо, окей. То есть тут она с куклой, потому что здесь брат увидел куклу. Тут полная семья, потому что... Что пишет на кусочке бумаги? Я показал куклу маме и папе. Она им не понравилась. Напоминает им старые страшные истории. Может, наоборот, если странные страшные истории, то здесь уже Сумире, которая умирает, которая в агонии. А там как раз написано, что мама с папой прикалывается над Сумире, ну, точнее, над братом, не хочет дарить ей куклу. Ну, типа там веселые семейные... Нет, кажется неправильным. Ну, то есть она не отсюда, типа. Просто я уже что-то это... Ладно, хорошо, давай другие фотки наберем. Причем нигде больше неправильно не пишется, только там. Сейчас, секундочку. Еще раз по работе тегнули.
Так, все. Сорян. Но что-то кажется здесь не так. Типа я сейчас поставил, и она мне не пишет, что что-то здесь не так. И сейчас опять не пишет. Ну у нас какие вообще варианты есть, если честно? Ну то есть тут она лежит уже как бы, вот мы нашли фотографии. Опять же, нужно сюда вставлять фотки, не нужно. А что у нас вообще осталось? Почему здесь должна быть довольная семья? Ну я уже говорил, почему, типа. Ну на входе же они не могли агонизирующую Сумире повесить. Это было бы странно, да и вообще странно, потому что фотки разные, они вообще не подходят по размеру рамки. Такс. Ну просто у нас, по идее, даже комбинацией 34-24, видимо, вы ко мне обращаетесь. Так. Ну что-то кажется неправильным. Окей. Ну то есть, типа, она не здесь, что ли, должна быть? Такое ощущение, что их надо расставить правильно. А здесь всегда кажется неправильно. Это казалось неправильной, та казалась неправильной, тут кажется неправильно. Какая, блин, тогда правильная? Самое хреновое, что пока последнюю не поставишь, она ничего не пишет. Ну, как хочется ее, наверное, оставить... не, стоп, наверное, давайте будем считать, что это ее, может быть, комната. Ну, потому что здесь ее сундучок был, да? Поэтому тут Сумире с кухней... с кухней, блядь, с куклой. А? Что за звук был? Здесь на входе счастливая семья, а тут типа она больная, что ли, лежала? Или чё? Опять же. Откуда взялся этот порыв воздуха? Solve the photo puzzle. Ну просто оставить ее здесь больную? Хорошо, значит у нас открылась какая-то дверь. Возможно, на улицу. А вот эта хрень как раз
Она, возможно, отвечает за сейф. Все, нас выпустили найти дорогу к храму. Мы нашли дорогу к храму. Мы уже знаем, где она. Ура, пишет Димон. Видишь, сколько мучений. Да, извините, меня пару раз отвлекали, ребят. Надо было вопросик решить. Она заперта, мне понадобится ключ, чтобы ее отпереть. Мне кажется, я что-то упускаю. А знаете, что мы упускаем? Еще раз. Очень важно в таких играх, чтобы не перебарщивали с постоянными, не заканчивающимися пазлами. У нас сейчас с вами, вот, 20 миллионов пазлов. Непонятных. То есть, использовать. Изучить. Нужен ключ. Ключ у нас может находиться только в одном месте, в сейфе. Дорога к храму, фотка храма и цифры вверх-вниз. Помните? Ту, которую я фоткал и которую нам переводили то ли с китайского, то ли с японского. И вообще было нифига непонятно. Нельзя делать игру пазл на пазле, чтобы один закончился, и ты сразу же вываливаешься в другой. Просто потому, что это напрягает, это заколебывает, это просто неиграбельно и неинтересно. Ты не успел вылезти из одного пазла, предыдущего. Ну, то есть, смотрите, открыть ее сундучок, пазл. Фотографии расставить, пазл. Тут же пазл с храмом. Фотки намного меньше рамок, и все равно, ну, как бы, типа, ты подумай, куда какая вставляется. Ну, сука, ну сделайте по размеру. Ну, чтобы было понятно. Так, давайте фотку себе сделаем. 5 вверх, 7 вниз. А 3, 1, 4, 6, 2, 8, 5 это что за последовательность? Если там всего 3 цифры и только щелк-щелк. Ну я не знаю, ребят. Это пиздец какой-то, если честно. Сорян, опять. Так, я сделаю фотку. Так, я беру фотку, сфотографировал фотку. Ребят, давайте помогайте. У меня уже голова пухнет, я еще и болею, блин. Здесь мы сейф нашли с вами? Да, здесь. А здесь даже не цифры. Смотрите, тут всего 3. И полный алфавит, что ли? Пизда дрозда. Ой, блин. Подарок готов, упакован. Из камеры хранения 32 дня. Всем нужно уехать.
Мама и папа издеваются надо мной, но она Сумире не может быть большая, ну как бы... В те моменты, когда я наконец-то смогу разве мне постоянно снились кошмары. Тут ничего такого нету. Пришел брат, а мы даже не знаем, как его зовут. Это просто издевательство. 3 буквы и полный алфавит. Вот это из хижины было, но... Ну да, это все черт пойми что. Ну и все, здесь вообще уже не то поперло. Что-то перемудрили вообще конкретно. Но я букв здесь никаких не вижу. Опять же, ну то есть... Без горящего масла. Может быть, блин, ее каким-то хреном надо поджечь? Единственная вещь, которая до сих пор почти не тронута. Такое ощущение, что ее надо чем-то заправить, наверное. Ну, прям вот... Ну, с другой стороны, мы не можем ее это... Мы только можем изучить. Но, возможно, у нас появится действие. Вот, когда мы в нее масло нальем, что ли... Откуда взять масло? Может быть, в аптеке есть? Или что-то такое было? Там не цифры нужны, блин. Оказывается. Все намного хуже. Ну, как будто бы хочется лампу заправить. Все предметы появляются заново. Их там как раз 3, но нету букв никаких. Мы же подошли, посмотрели, он говорит, там просто квадратики. Плюс эти картинки с войнами непонятные. Куда? А здесь она запомнила, что мы все открыли. А может, не все? Опять же, у нас еще был дом. Да, конечно, наверное, в прохождении таких игр должны приходить авторы и говорить: блин, братан, ну мы же сделали легкую хрень, ты что, понять не можешь? И все такие: нет, мы не можем нахрен. Я понимаю, что я типа детектив, и я должен все это расследовать, но...
Я говорю, во-первых, в пазлах, ну, должна быть какая-то успокаивающая логика. Ну, то есть, типа, они, ну, не должны быть бесконечными, на мой взгляд. То есть, это портит игру, это уменьшает ее скорость прохождения вообще в целом. Ну, то есть, зачем такое нагромождение? Вот, если мы, ну, как бы, надо дозировать, да, на мой вкус. Здесь уже кресло уезжало и все прочее, это мы все видели. Блять, да уйди ты нахер. Просто здесь мы все нашли, здесь нашли. Здесь в доме, но все равно все это осталось невозможно закрыть. Ну, либо здесь скрыты буквы, чтобы открыть дорогу к храму. Но почему вверх-вниз нарисовано? И еще куча каких-то цифр. То есть, может быть, 5-я буква от алфавита. Опять же, блядь, просто там же простое решение дальше оказалось. Ну, со шкатулкой. Я поэтому ни хрена не понимаю. Я просто себе уже всю голову прям поломал. Ну, по идее, здесь нарисован храм. Да, вот. То есть, как вы понимаете, если знать все, что делать, игра проходится прям буквально вот очень быстро. Как мы и вчерашнюю проходили. Но там был сюжет, здесь пока сюжета не завезли, а завезли 3 миллиона пазлов, которые надо каким-то образом решить. Давайте смотрим. 5-я буква это у нас Е. Да, я сейчас алфавит открыл. А 7-я буква G. 7-я буква G. Ну, давайте попробуем по этому поводу пойти выставить, ну, знаешь, там от дурачка сыграть. При этом почему вниз? Ну, если и 5-я... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X, Y, Z. Хрен. Ну если, а как там на фотке было... А, наоборот, вверх, то есть тут F, а тут наоборот вниз, то есть не G, а F тоже. Не понимаю. Вообще не понимаю. Причем и у нас была же вниз нарисована, да?
Но тут комбинаций, блин, слишком дохрена. Может быть, это слово. Я согласен, что это слово. Но 5 это И. Последние G. Мы все прощелкали слово. Ну, то есть прощелкали все, если И первое, И... Там еще она такого размера. Мы же видели фотку. И одна вот валяется, Эльчик правильно сказала. Но вот здесь такое ощущение, что в старую лампу можно что-то залить. Такое ощущение, что она подсветит вот здесь на белом нужные буквы. Но сюда нужно тогда залить масло. Вот. Где мы это масло найдем? Я даже близко не знаю. Мы все обошли. У нас было ведро. Может быть, масло нужно налить в ведро? Ну, значит, нужно найти какую-то канистру с маслом. Блин, а где... А, ведро в доме было. Оно же тоже не просто так здесь стоит. Тоже я буду иметь это в виду. Причем... А, это 40% заметок найдено. На полу такая же лежит, но она такая же пустая, понимаешь, в чем дело? Она такая же пустая. Почему она так вот на нее можно посмотреть? Типа лестницу какую-то поставить, да? Вот эта веревка, помнишь, в прошлый раз мы ее дернули, она упала изначально. Сейчас она висит, ее уже дернуть нельзя. Я смотрю на фотку, и у меня вообще... Ну какие у нас похожие слова есть? Он заперт. Да неужели? А я сразу и не понял. D, F, G. Яйцо, например. Эк. Здесь мы все прощелкнули. Она бы открылась, если бы это было бы правильно. 5 и 7 буквы алфавита. Но на обратной фотке только храм там. А здесь мы не можем их взять в руки, чтобы посмотреть эти картины. Здесь весь алфавит мы прощелкали. И ни хрена. У меня почему-то ощущение складывается, что мы реально какой-то... Блин, как бензин должны для этой лампы, что ли, найти. Но зеленый странный цвет лампы, восклицательный знак, то есть нам дают подсказку. Единственная вещь, которая до сих пор стоит нетронутой. Нет, братан, это вряд ли. Ну, давай, конечно, поприкалываемся. Но я крайне сомневаюсь.
И Кей тоже не подойдет, думаю. Фук, фук, фук. Ай, блин. Сука. Я уверен, говорю, что нужно какое-то масло найти. Только где его тут, блядь, искать? Мы же не видели с вами ничего. Стоп, зеленая лампа, зеленая вода в бассейне. Нет? Я вот сейчас подумал. Не в бассейне, а вот в этом. И у нас ведро есть. Ну да. Странно было бы. Я говорю, и все дома, в которые мы можем войти. Вот этот, в котором ничего нету такого. То есть все бутылки пустые. Здесь, видите, признаков никаких нет. Фу. Friend of foe. В этой хижине сраной тоже ничего не было. Бросили нас несколько месяцев назад, бла-бла-бла, они не могли, пришло наше время уходить. Покидаем это проклятое место. Все. Кровь. Какая-то хрень. Стоп! Я рад, что я могу разобрать большинство зданий. Только толку от этого ни хера нет. А если на фотоаппарат сфоткать эти 3, блин, картины сраных, может быть, при вспышке что-то покажется? Ну, потому что нет тут больше ничего. Ни в мастерской, ни в доме. Ни в одном, ни во втором, ни в третьем. В этом месте, где находится старый фонтан, есть маленький красный крестик. Чего? Почему он мне сейчас написал про фонтан и про маленький красный крестик? Какой красный маленький крестик? Тут ни хрена нет. О каком маленьком красном крестике речь? Там только что написали, но все так быстро пропало. Ребят, что было написано? Что я пытался там сфоткать. Слить? Почему раньше не было слить? Блин.
Через какой же попец работают тут механики? Сейчас будем вычерпывать воду. Вот она, идея-то. Ёб твою мать. Сейчас окажется, что нам их не хватает, например. Блять, не хватает. Нет, хватает. Не хватает. Одной штуки. Чё, блять? Ну, во-первых, все равно не хватает. А во-вторых... Чё это за крутишки, блядь? Ну, здесь хотя бы стрелочка стоит. А дальше чё? Причем они не все крутятся, да? Да, блядь. Вы меня простите, но это полный пиздец. Во-первых, мы, оказывается, одну письку не нашли. Во-вторых, они все одинаковые. Тихо, 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 тихо. Я понял, в чем дело. Вот та крутилка, которая там. Здесь сколько их штук, смотри, в итоге? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, 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 восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Еще где-то, во-первых, есть одна фишка. Гребаная одна фишка. Она может быть, блядь, вообще где угодно. А во-вторых... Но их штук этих не было в ящиках, поэтому я думаю, что в ящике их быть не может. То есть их нужно найти еще одну фишку, как минимум. Ночное Бля, стоп, зеленым ночное видение. Блять, я тупой. Ой-ой-ой.
Я забыл про ночное видение совсем из-за этих вертиков килограммовых, а тут, а может быть, она как раз последняя фишечка-то и будет. S. Так, SDQ. Fuck you, блядь. Ха-ха! О, SDQ. D. Нет, это бумажка. А, и фишка. Шоки. Подавители демонов. Наш вечный страж. Это не просто легенда, это истина. Когда-то он был смертельным ученым, но после смерти его правления ярость превратила его в бич демонов, а его меч вселял ужас в сердца самого зла. Предания гласят, что его дух был наделен божественным предназначением — ходить через завесу между мирами, защищая человечество от темных сил, стремящихся его развратить. И по сей день мы, его скромные последователи, выполняем его священную миссию. В тайных уголках мира мы охотимся на демонов, угрожающих невинным, направляемые невидимой рукой Сёки. На наших талисманах написано его лицо, наши обряды призывают его имя, а наши клинки повторяют его вечную клятву. Ни один демон не уйдет от его гнева. Кто может насмехаться над старыми традициями? Но мы знаем, Шоки продолжает жить, наблюдая, ожидая и что-то еще. Какие 6 часов? Ты что, 3 часа мы играем? Что, сдурел, что ли? Эй, стой, 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 мы же там взяли штучку. Блять, или я ее не взял? Блять, я ее не взял. Она же там справа у нас точно показывалась. Монеточка-писечка. Ну, точнее, фишечка. Почему не включается следующий предмет? Вот же она, да? Вот такая же. Скопировать блокнот. F. Блять. Сказать, что написано было или уже не надо. Я не очень понимаю. О чем ты сейчас? Но нам сейчас надо сделать непонятную хрень с фонтаном. Мы взяли последнюю фигню, но последний фонтан не фигню. Вот. Но они все в одну сторону крутятся. Давайте ту фотку открывать теперь смотреть. Ну, судя по всему, наверное, по ней как-то выставлять надо.
Потому что крутятся они только в одну сторону. Ни вверх, ни вниз. Просто их, может быть, надо выставить по количеству. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, здесь тоже 9. Про крестик. Ну, не знаю, скажи. На том месте, где старый фонтан, есть маленький крестик. Ага, ну, блин, это я понял. Про крестик-то я понял. Вопрос в том, как его использовать. Получается, самая верхняя, она 5-я. Ну, то есть 5 раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Следующая. Раз, 2, 3. Следующая. 1. Следующая. Раз, 2, 3, 4. Следующая. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Следующая. Раз, 2. Следующая. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующая. Раз, 2, 3, 4, 5. И последняя. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ебите меня, 7. Девчонки. Да, уточнение важное. Похоже, эта деревня не так распространена, как я думаю. Похоже, дело, блин, ты идиот, блядь. Наш любимый детектив, как и я, потому что мы могли бы, наверное, быстрее все это сделать, но сделали медленно. Хорошо, что в этот момент не надо от монстра съебывать. Аминь. Если ворота были заперты, как господину Ямагучи удалось уйти? Да твой Ямагучи Кучи уже давно где-нибудь, да, в присыпом. Чё? Ворота были не заперты, никто не удосужился запереть? Это что, территория храма, типа? Так. Или кто-то вошел раньше меня. Ямагучи, может быть. Надеюсь, он где-то здесь, иначе альтернатива мне не нравится. Find your way to the temple. Найденные заметки до сих пор 40%. Хотя это полный булшит, потому что вы помните, да, что у нас 40% было черт знает когда. А давайте мы с вами посмотрим, на самом деле, немножко по-другому всю эту историю. Она называется очень красиво «Ачивки в Стиме». А ачивок мы получили 13 из 25. Nightmare 3, Nightmare 4, Finish the Game. Так, ну еще какие-то штуки. Короче, такое ощущение, что мы с вами только где-нибудь до половиночки допехали. На меня что, дракон смотрит? Пат Холмс. Не, как-то не так. Брррр, делает дракончик. Да, или как-то так. Хорошо. Что ж такое? Сюда не войти, никуда не войти.
Здесь тоже тупо какие-то дома и все. Внутри храма. Кровища. Ну, наверное, нужен ключ. Ящик для пожертвований. Это старый ящик для приношения с колокольчиком. Раньше люди бросали в него монетки на удачу перед входом в храм. У нас есть такая. Да, замечательно. Мы получили колокольчик. Извините. Да. Здравствуйте, я Акихико. Мы вчера говорили о кукле, вот она. Ах да, я помню. Не волнуйся, дитя мое, мы о ней позаботимся. Спасибо тебе большое, пожалуйста, будь с ней осторожен. Что такое, брат Танака? Мальчик, который принес куклу, сказал, что она проклята, но мне кажется, он переборщил. Они всегда так делают. Дети, да? Я уверен, что ты прав. Я пока отнесу ее в дом. Опять, почему мне постоянно снятся эти видения? Танака, Акихико, кто эти люди? Были ли они монахами в этом храме? И все, и колокольчик нам был не нужен больше. Только ради видения. Причем видение посмотрели, никакого ачивмента, мента и прочего экскремента нам не дали. Ну, вот какие-то тут свечки, я не знаю. Может быть, хожу по тем местам, по которым ходить нельзя. Потом какие-нибудь люди посмотрят, скажут, что я только что совершил обряд уничтожения их святынь. Так. И тут ничего такого больше нет. Но перед входом в храм нужно кинуть монетку, может быть. Нам теперь можно войти. Исследуйте храм в поисках подсказок. Алло, здесь есть кто-нибудь? Господин Ямада. Никого, не стоит удивляться. Я не встретил ни одного живого существа с тех пор, как покинул лагерь. Да и там был только маленький кволик. Ой, чую, блять, эти штуки нам потом боком выйдут. Иц, иц, иц. Еще одна дверь на ключе. Эту дверь, она без дверной ручки, она никогда не откроется. Ой, как удобно! Они перевернули Будду? С ума сошли, что ли? Ну, вроде ничего нету на нем. Да и здесь вроде больше ничего нет. Под подушками, мы помним, могут скрываться записки. Знаешь, с учетом геморроя этой игры, непонятных каких-то вещей, она все равно лучше, и мне нравится больше. Вот. Чем, к сожалению, Амнезия Бункер, в которой надо вечно, блин, прятаться и ходить на карачках. Это картина, изображающая двух самураев.
А я вот не догадался. Дверь заперта на номерной висящий замок. Мне нужно найти правильные цифры. Возрадуйся. Ищите подсказки. Блин, заклинило. Так. Старые четки, сделанные из сандалового дерева и семян лотоса. Вероятно, они принадлежали одному из монахов храма. Я сохраню их, они могут пригодиться. Ой. Доброе утро, мистер Танака. Я могу поговорить с вами минутку? Да, конечно. Это касается той куклы, которую нам принесли несколько недель назад. Прошлой ночью произошло нечто странное. Что ты имеешь в виду? После того, как я закончил кое-какие дела в главном зале, я почувствовал, что сам за мной кто-то наблюдает. Кажется, я также слышал девичий смех. Пожалуйста, не тратьте мое время на эту ерунду. Слова мальчика вызвали просто у вас беспокойство. Но ведь и некоторые другие монахи пережили подобные события за последние несколько дней. Мистер Ямада, хватит, пожалуйста, вернитесь к своей работе. Помогите ей. Хи-хи-хи. Опять? Я уже потерял счет этим видениям. Я потерял счет времени, играя в эту игру. Но что поделать? 3 цветущих дерева сакуры на вершине горы. Для своего возраста она находится в отличном состоянии. Внутри я ничего не вижу. И с изображением дракона ничего, собственно, особенного. Ух. Записка, заканчивающаяся довольно резко. Я искал их, тех, кого называют верховными шокки. История об их подвигах давно шепчется в затерянных залах. Их решимость в борьбе с демоническими силами не знает себе равных. Я надеялся и молился, что они помогут мне справиться с проклятием этой жалкой вещицы. Кукла проклятая и мстительная становится сильнее с каждой ночью. И я боюсь за всех нас. Когда я наконец нашел их, они встретили меня не так, как я надеялся. В их глазах затаился страх, но не перед куклой, а перед разоблачением. Говорить со мной, чужаком, было риском, на который они не хотели идти. Мои мольбы о помощи остались без внимания, и они попросили меня уйти. Поместите проклятый предмет в указанное место, и мы извлечем его. Его не должны видеть при тебе, и ты не должен больше говорить о нас. То, что мы делаем, должно оставаться в тени. Это были их слова из письма, которые я получил через несколько дней после нашей встречи. Я искал их, тех, кого называют верховными шокки. История об их подвигах давно шепчется в затененных залах. Их решимость в борьбе с демоническими силами не знает себе равных. Я надеялся и молился, что они помогут мне справиться с проклятием этой жалкой вещицы. Кукла, проклятая и мстительная, становится сильнее с каждой ночью. И я боюсь за всех нас. Когда я наконец нашел их, они встретили меня не так, как я надеялся. В их глазах затаился страх. Но не перед куклой и не перед разоблачением. Говорить со мной, чужаком, было риском, на который они не хотели идти. Мои мольбы о помощи оставались без внимания, и они попросили меня уйти. Поместите проклятый предмет в указанное место, мы извлечем его. Его не должны видеть при тебе. Но должно. Это были их последние слова из письма. Да, и это идет по кругу. Много разных религиозных книг, ну что логично.
Так, здесь что-то не так. Пол поврежден своеобразно. Как будто на нем часто что-то перетаскивали. Ой! Так, скрытый старый люк. Кто-то хотел сохранить эту часть в секрете. Ключ из бронзы, потускневший от возраста и от использования. Брат Ямада, брат Такеши пропал. Что? Это уже 10-й монах, пропавший без вести за последние 4 года. Да что с ними такое? Наверное, не всем дано быть монахами. Да, сэр, но я думаю, не думаю, что это совпадение. Деревенские жители тоже пропадают, и каждый раз, когда кто-то пропадает, перед храмом появляется новая кукла. Я думаю, что это кукла. Только не опять эта ерунда. Немедленно покинь мой кабинет. Осталось не так уж много времени, сказал юноша. О, эти монашеские видения становятся все более странными и странными. Монахи, жители деревни стали часто пропадать. Да что, черт возьми, что происходит? Мне нужно быстро найти эту куклу. Ну, здесь мы уже нашли ключик, который часто использовался. И, судя по всему, мы его тут же использовали. Так, а эта дверь ведет, наверное, в центральный храм, да. Эта дверь ведет в центральный храм. Здесь нет ничего примечательного. Пейзажики. Запертый шкаф. Замечательно. Традиционная японская детская кукла. Необычно, что на ней изображен мужчина. Кроме того, одежда просто неподходящая. Это похоже на одежду настоящего монаха, а не на одежду куклы. Еще один ключ. Надеюсь, кто-то найдет эту записку и закончит то, что не смог сделать я. Я не мог доверять верным. Тебе, кем бы ты ни был, кто читает эту страницу и обладает смелостью, которой не было у меня, я советую следующее. В здании перед храмом спрятан свиток. Тебе нужно найти его и провести ритуал. Ритуал прилагается к этому свитку. В последнюю очередь ты должен положить свиток на куклу, чтобы сделать ее слабой. Правда, это продлится не слишком долго, но поможет тебе поймать ее. Затем найди могилу Сумире. Там лежала ее кукла. Положи ее рядом с ней, и ритуал будет завершен. Но у меня не могила, у меня ее прах, судя по всему. Надеюсь. Это то, что я узнал на данный момент из книг. В задней части храма есть дверь. Выйди наружу и иди по тропинке к кладбищу. Удачи. В задней части храма есть дверь. Свитки, хренитки. Так, какое странное маленькое стихотворение. О чем оно говорит? О верующих? 25 сентября, 21 год. Не всем это будет понятно, но всегда помни следующую часть. Чтобы получить доступ, нужно знать, с чего начать. Сосчитать защитников этого храма, орудующий своим кровавым мечом, чтобы спасти своего короля. Ну, то есть первое. Первое равно самурай. Ну да, самурай, который сражался с гордостью и убивал с честью, но в его рукавах были вырезаны журавли,
Символы мира. Он жил у моря, где волны были высокими, как деревья. Непонятно. Откровенно говоря, непонятненько. Фреска, конечно, хорошая. Что нам сказали? Здесь не открывается. В задней части храма есть дверь, ведущая на кладбище. В стихотворении говорилось о самураях, верно. А еще в стихотворении говорилось... Нет, здесь не было там драконов. Вот журавли были. Могут ли быть это журавли из стихотворения? Ну, наверное, могут. На ней изображены 3 цветущих дерева сакуры, для своего возраста находятся, и все. Больше никакой информации нет. Ну, типа, я не знаю, да, что здесь, ну, как бы... Ну, самураи, самураи. Так, где у нас был домик отдельный? Теперь дверь не заперта, давай посмотрим, что находится внутри. Бумажка. 28 июля 2019 года. Сегодня мистер Сузуки пришел сюда, чтобы попросить нашей помощи. Он считает, что злой дух овладел его дочерью. Мы попросили отнести ее в храм, но он сказал, что она слишком больна для этого. Он спросил, не могли бы мы сходить в деревню. Мы не часто это делаем, но мистер Судзуки выглядел расстроенным, и мы хотели помочь. Что за свиток? Должно быть, это тот самый, о котором говорили на страницах дневника. Прятки — моя любимая игра, я обязательно найду тебя. Чего? Блять, а что делать-то? Спрятаться. Ну, типа, я, наверное, сдох. Стоп. Ну, наверное, сдох, да. А нет, снова кошмар. То есть она меня не убила, грубо говоря. Опять это место. Как может быть оно более пустым? Три. Да что ж ты будешь делать-то? Палатка? Это моя палатка из похода?
Она не страшная, тут история интересная. Мне интересно, чем все закончится. Ну, понятное дело, что братец купил проклятую куклу, так она еще и всех монахов грохнула. Просто уже хочется понять, чем она закончится. И, возможно, мы действительно будем первопроходцы, которые у нас потом будут видео мотать и говорить: а, тупой дебил, бля, я сразу догадался, но у тебя посмотрел. Что это, черт возьми? Это голова куклы? Почему она перевернутая? То есть я уже в аду. Может быть, могилу Сумире надо найти? Безымянная могила. Еще одна безымянка. Фонарика у меня нет, да? Это что-то новенькое, статуя журавля из камня. Классно, что ей только не видно ни хрена статую-то. Это из храма, я помню. Самурай из молельной комнаты храма. Я уверен, что всех видел их раньше. Здесь написано слово «есть», оно не имеет никакого смысла. Ну, все 4 мы посмотрели. Но я не могу дальше идти, если что. Могилки все безымянные. А вот еще. Требуется. Что требуется? У меня же инвентаря здесь нет. Блин, а что делать-то? Это скальный свиток. Все, гласит надпись. Все есть. По-моему, тоже была. Я еще говорил, что это цифра, но это не цифры. Это же сообщение. Требуются все 3. Какие 3 и для чего? Требуются все 3. Что это может значить? Урна. Это же урна, как и та, в которой был прах ребенка из того деревенского дома. Она пустая. Требуются все 3. Но нам не нужна эта фреска. Нам нужен самурай. Журавли и волны. Вот. Мраморный камень. Что такое?
Колокольчик. Требуются все трое. Я уверен, что в стихотворении говорится об этой картине. Ну так, наверное, оно и есть. У нас есть четки, у нас есть эта фигня. Мы с вами нашли свиток. В задней части храма есть дверь, она ведет на кладбище. Но, по ходу дела, это та дверь, которую мы сейчас открыть не можем. Такое ощущение, что свечки эти надо будет как-то зажечь, что ли. Чтобы что? Пока не очень понятно. Прям совсем не очень понятно. Здесь такого нет. Ну, то есть, блин, я пока не очень понимаю, как нам... Она не открывается, дверь. Стоит F открыть дверь, но она не открывается. Не понял, блин. Ну, логично, что здесь что-то зажигающее нужно. Потому что они волшебные, братан. Вот и светится. Как неудобно это все реализовано, к сожалению. И чё? Я пока не понимаю. Смотри, мы теперь не можем с этими свечами ничего делать. То есть сами видели, да? Они перестали гореть. Ну, точнее, перестала появляться возможность с ними что-то совершить. А, это просто еще одно окно. Окей. Здесь мы уже все выполнили. Сюда просто даже нельзя зайти. Самое главное, у нас не показывается, что нам нужно делать. Ну
колокольчики мы какие-то находили. Окей, дальше что? Мы зажгли эти свечи. Дальше что? Луна клевенькая. Ну, дракон за мной смотрит. Хорошо. Опять же, дальше что? Мы зажгли эти гребаные свечки. Дальше что? Как бы ничего же больше не появилось. Свиток мы нашли. Но его негде... Это свиток? По-моему, это не свиток. Софтлок? Да нет, я не думаю, что это софтлок. Я думаю, как обычно, типа, подумай, сучка, что тебе нужно сделать еще. Просто не похожи. Они, видишь, сейчас не горят как будто бы активными, то есть такие. Не такие яркие, как вот тут, например. Хотя нет, плюс-минус то же самое. Ну, хрен его знает, мужик. Как будто бы с колокольчиком что-то можно было сделать. В задней части храма есть дверь на кладбище. Но здесь вот эти ворота непонятные, блин, как будто бы. Ну, давайте загрузим игру. Когда это было, как раз там 10 минут назад. Что я пока не понимаю, что делать совсем опять. Вот колокольчик здесь же нарисован. Что такое каменный мрамор? Закрываем, нас переносит обратно, да? А вот что мы там делаем, когда нас обратно переносят? Вот в чем, как говорится, вопрос. To be практически or not to be. Ага, ну вот и все. Здесь цифра. Цифра 2. Возможно, с храмом был действительно софтлог, братан. Волна, цифра 2. Волна равно 2. Так что, возможно, ты был прав с софтлоком. На дверь храма. Но двери все равно не открываются. Самое главное, я боюсь, что и посмотреть негде, что с этим делать.
А других, как ты видишь, сейфгеймов нет. Совсем нет. Блокнот обновлен, потому что мы чувачка взяли. Почему нам колокольчик там мраморный показали? Вот что это значит? Как будто бы хочется вот по этому колоколу вжарить чем-нибудь. Мне почему-то кажется, что так и должно быть, но есть всегда но. Не, ну здесь ни хера нет. Слушайте, друзья, я, откровенно говоря, блядь, нахожусь в замешательстве. Или мы должны вот здесь правильный свеч зажечь? Тогда почему, когда мы их зажгли, уже их нельзя тушить? Что мы уже знаем, какие картины фоткать, например. Но что нужно еще? Чтобы войти в храм, я не понимаю. Кнопочка не работает. Мы, конечно, можем попробовать вообще выйти в главное меню. Но у меня такое ощущение, что мы должны понять, что делать надо. Не знаю почему. Ну, потому что до этого ничего не софтлокалось, с чего оно сейчас софтлокчится. Смотри, 3 с одной стороны, 1 с другой. Может быть, надо свечки так зажечь? Чтобы войти в храм. И 1 типа по центру. Есть у нас там такая картина? 3 с одной стороны, 1 с другой. И 1 по центру. Давай посмотрим.
То есть кукла нам закрыла храм, как будто бы. Что это не работает. Видишь, она красным горит изначально. А здесь тоже горит красным. Но здесь Е, да, а там прям выполнить F. Ну, я не вижу, что тут было 3 свечки с одной стороны, одна с другой. Ну, как будто бы только вот эти. Раз, два, три и вот этот тын. Да нет тут никакого алтаря, в том-то и дело, понимаешь, в чем вся речь-то? Мы почему-то перестали мочь ходить в храм. Хотя, по идее, должны. Самое главное, мы вот теперь свечки зажгли, и все, с ними ничего сделать нельзя. И задачи нет, что делать надо. Мы хотели помочь. И все, больше ни хера нету. Самураи, журавли и море. Но самураи и журавли там, внутри. А нас сюда не пускают сейчас. Здесь нигде не было в этом плане косяков. Я думаю, что и сейчас нету. Мы уже с вами ругались на эту тему, но вроде бы все было четенько. Складывается впечатление, что как будто бы надо что-то сделать еще. Что, может быть, дракон отвернулся, например. Просто здесь вообще больше ничего нет. Вот она, двушечка. Почему нас сейчас в храм не пускают? Возможно, Дима прав, и у нас реально, блядь, софтлок случился. То есть нас должны пустить в храм, а нас не пускают. Ой, бля, как темно-то.
Зачем вот эта херня, я не понимаю. Может быть, надо как-то по очереди свечки зажигать? Ну, типа, в какой-то последовательности. Но нигде об этом ничего не сказано. И после того, как мы их все зажигаем, тоже ничего не происходит. То есть, типа, куда-нибудь прах, например, положить на центр. Или еще что-то. То есть, у нас кнопок действия больше не появляется. Вот сюда там что-нибудь положить, например. Колокольчик вот этот неактивный все равно. То есть надо просто понять, что делать. Ну, с картинами понятно. То есть мы там посмотрим этот самый код, чтобы открыть замок на кладбище. Это все ясно и понятно. Вопрос вот с локом в плане того, что дальше-то делать. Вот что не ясно. Здесь именно лабиринт, мейс. Его надо как-то надо выполнить. Только я не понимаю, как вообще. Может быть, надо ходить по нему? Зажигать их как-то по очереди? Ну, то есть это очень похоже именно на мейз, да, такой лабиринт. Но почему-то из него нет выхода. Это вот прям четко The Maze. Но из него же больше нет нигде выходов. Я уверен на 100%, что здесь загадка с лабиринтом какая-то. То ли на нем свечки как-то надо спецом поджечь, то ли чё. Но видишь, они не тушатся, зараза. И я не понимаю, что нужно сделать, потому что нигде ничего не написано по этому поводу. Я не понимаю, ребят. Как-то хитро это должна решаться штука. Именно с Мейзом.
Но я пока вообще не вкуриваю. То есть, какой должен быть... У нас не просто так колокольчик там этот появляется. Такое ощущение, что эта херня как-то связана. Ну, здесь тоже я больше ни хера не вижу, ребят. Понимаю, здесь бы тоже какие-то свечи горели, еще что-то. Ну, как это все вот должно? Как-то же должно это все биться, мэчиться друг с другом, но я пока не понимаю совсем. Я уверен, что как раз в этом-то проблема и есть. Что ему не нравится то, что дракон, блин, смотрит в эту сторону. Хер его знает, блин. Хоть бы какую-нибудь бы дали подсказку. Ну, если это, конечно, софтлок, это полная жопа. Их никак потушить нельзя. Как лабиринт этот пройти? То есть для чего? Мы же не можем, не пересекаясь, из него выйти. Да и смысл какой, когда тут один выход. Ну, давайте полностью грохнем игру. Потому что я пока даже близко не представляю. Сейчас. Просто я даже близко... Знаешь, смотришь как дурак, как баран, блядь, на новые ворота. И не понимаешь, что делать. Понятно, мы с вами 4 часа в эфире, усталость-то уже пришла. Там осталось-то, мне кажется, прям писечка. Ну, сейчас загрузимся, не знаю, я попробую автору написать, типа, братан, посмотри видео, блядь, у тебя точно нет софтлока? А если есть, а ты не хочешь ли сделать так, дружище, чтобы мой сейфгейм работал? Мы прошли, блин, на 80% игру. Стой! А может быть надо нам... здесь мы картины не можем посмотреть в свете камеры. У нас здесь нет камеры. Вот ты говоришь, надо найти алтарь, использовать их трое. Кого их-то? Я просто, во-первых, не понимаю, во-вторых, у нас явный лабиринт, я говорю, с вами. Там. И этот шарик... То есть здесь у меня нет фотика, я не могу посмотреть.
журавлей и эту хрень. У нас вот безымянные могилы 3 штуки. Это же сообщение. Требуются все 3. Ну окей. Какие 3 для чего? И у нас нету сейчас здесь вообще инвентаря. Безымянных могил вообще 4. Всего. Ха! По поводу того, что нет софтлоков. У нас шарик только что потерялся. Что здесь произошло? Требуются все 3. Какие 3 для чего? Использую их все 3. Но сейчас мы даже уже отсюда выйти не можем. После рестарта. Потому что тут нету этого шарика сраного. Видели? Он просто пропал. Может, мы реально какой-то софтлок схватили? По каким-то причинам. Потому что уровень начинается не сначала, а через какую-то жопу. Кукла, колокольчик, личная вещь. Где может быть заколка или монета? Ну, у нас четки остались. Но мы теперь даже сюда не можем уйти. Здесь тоже перестала работать открывашка. И там штука не появляется. Мы в любом случае, чтобы что-то использовать на алтарь, нам нужно пройти дальше. Нам нужно пройти... Нам нужно пройти дальше, но мы не можем это сделать. Вот главное, в чем затуп-то. Мы остались в полной жопе. О, сейчас шарик сраный появился. В прошлый раз вы видели, его не было. В прошлый раз его не было. Колокольчик мы не нашли еще. Мы нашли четки. Четко, да? То есть по сюжету нас выплевывает дальше. Окей, не вопрос. Видишь, здесь-то все работает. Тут нет алтарей нигде. Мы все обошли 20 раз. Да и класть нам на алтарь нечего. У нас есть свиток, четки и прах девочки. Но куклы нет. Но у нас все 3 хорошо есть. Возможно, все 3 запчасти, скажем так. Мы знаем, что одна цифра — это 2. Но здесь не открывается, сука, двери, где находится все, что нам нужно дальше для прохождения. Здесь не просто так загораются свечи, я, сука, в этом почему-то уверен. Я не знаю почему. Возможно, потому что есть ачивка, блядь, с прохождением лабиринта. Я просто сейчас зашел там, типа, на стимчанском посмотреть ачивки, какие мы еще не получили. Ну, понятное дело, концовка там, хуевка и прочее. Ну, там есть Escape Nightmare 4, есть Finish the Game, Complete the Temple Ritual, но это, наверное, в конце. Complete the Maze. Open the Gates to the Cemetery. Выполните лабиринт. Find the doll. Find the place with a red warrior figure.
Кстати, мы... А, нет, мы Редворина не находили. Ghost Stories. Find your way to cemetery. Find all notes. Это full story. Finish the game without repeating any rituals. Перфекционист. И последний. Input the correct music sequences. Ну, это я даже пока не знаю, о чем речь. Судя по этому, у нас должна быть какая-то хрень, связанная, блядь, с лабиринтом. Ну, либо мы поймали софтлог. Хреново то, что автор выделяет ключик и ни хера не приходит на первую трансляцию своей же игры в эфире. Может быть, он сейчас сказал: бля, братан, сорян, тут косяк. Опа, это что? Блядь, я уже обрадовался, что нашел какую-то хуйню светящуюся. Думаю, ура, все, нашли. Нам же сказали, что где-то какая-то дверь еще есть сзади, ну, храма, но она как будто бы там. То есть вот там дверь. И мы знаем, блин, как уже от нее пароль получить. Но у нас не открывается дверь в сам храм теперь. И я не знаю, должна, блин, она открываться или нет. Самое страшное, что посмотреть негде, потому что, ну, там, типа, может, у кого-то все нормально работает. Может быть. Но вот у нас эта, сука, дверь сейчас не открывается. Просто кнопка открытия не работает. Просто не работает. Все, fuck you. То есть она должна работать, но она не работает. И поэтому я не знаю, что делать, блядь. То ли надо съебаться с вот этой штукой с лабиринтом, но тогда почему в этом лабиринте нельзя свечки затушивать? Ну, то есть, тебе каждый раз еще перезагружаться надо перед тем, как его зафигачить. Просто когда открываешь эту штуку, видели, да? Опять же. То есть, когда мы сделали фотку прикольной штуки там, да, вот там картина, там сразу цифры появились, здесь же ничего нету. И в заметках нихуя нет. Ну, то есть я не могу ничего найти интересного. Но здесь это понятно. То, что я узнал на данный момент из книг, в задней части храма есть двери. Выйди наружу, иди по тропинке к кладбищу. Удачи. В задней части кладбища. В задней части храма. Но это все, по идее, является храмом. По идее, это все и является храмом. Но где, сука, его задняя часть? И эта гребаная тропинка к кладбищу? И как к ней пройти, если что? Потому что, понимаешь, можно было бы такой, думаю, может, где-то здесь с краешку можно пройти. Ни хера. Все. Мы здесь уперлись. С этой монеткой мы все правильно сделали. А вот что дальше делать? Я ума не приложу. Я говорю, можно, конечно, забить на всю болтяру. Вот. Хреново, что ходить нельзя с камерой ночного видения. Потому что это и есть задняя часть храма. Все, вот мы отсюда вошли изначально. Здесь тоже вбок никуда не сходишь. Сходишь. Блять, подождите. А вдруг... Вдруг бывает только
Среньк-пук. Я понял. Ну, собственно, наверное, и здесь также можно пройтись. То есть нам надо найти дверь на кладбище. Возможно, она здесь. Наш же еще герой не умеет прыгать ничего. Но тут ничего нету, как бы ничего не появляется, видишь? Проходить всю игру заново, если мы словили софтлок, ну это невозможно. Вы же видели, да, вот мы вот здесь вот, когда вот снова ожили сейчас, мы до этого софтлок поймали, тоже там не появился этот шарик вонючий. Может быть, если мы сейчас вот здесь прям засейвимся. Причем здесь нету, блин, только перезаписать нормального дополнительного сохранения. А, есть новое. Сейвинг. Окей, давай. Главное меню. Загрузить игру. Потому что у нас четко появились цифры. Мы должны выйти сейчас через дверь кладбища. Пускай там будет потом лабиринт, хрень, минт, что угодно. Ну, дверь-то нам откройте. Но она не открывается. Нихуя, видите, не работает. Не работает. Плюс нам не пишут, что делать надо. Хотя у нас четко стоит. Взаимодействующий указатель показывает цели. Выключить показывает цели. Загрузить игру. Такое ощущение, что она сейчас вообще крашнется. Сохранила она настройки? Да, показывать цели, не работает. Давайте чпуньк. Они сейчас даже не пишут, уже изучите храм. А, вот, исследуйте храм в поисках подсказок. Появилось. Но двери как не открывались, ребят, так и не открываются. То есть... Либо это софтлок, либо мы просто сборище великовозрастных даунов, которые не понимают прекрасные загадки с лабиринтом. Потому что здесь зачем-то можно зажигать свечки. Но зачем, я не понимаю, реально. То есть это не видно никак просто на камеру, ни на другую камеру. Там, то есть, знаешь, они как бы там, может быть, светились или еще какая-то хрень. Или там типа за один тейк вот ты через ворота вошел. Хотя вот здесь почему-то тоже дырка есть. И должен пройти каким-нибудь путем на выход, там, по дороге зажечь свечи, чтобы знать, как выходить из лабиринта потом. Но опять же, у нас, видите, внутри лабиринта тоже ничего нет. Ну, то есть, как бы, о чем мы там ищем внутри лабиринта, если туда пойдем? Здесь только вот эта вот хрень. Не, какой призрак? Нас призрак Элли уже не ловит. Он нас поймал, и мы по сюжету дальше прошли введение. То есть мы введение это уже прошли. То есть как бы это так и должно быть. Мы за это ачивку получили. Там еще 4-е введение потом будет, судя по ачивментам. То есть как бы двигаемся мы правильно. То есть тут просто вот двойной, ну как бы вопрос. Здесь-то что должно, блин, произойти вот здесь вот? Стоп. Это что за кусок? А, это видно так кусок травы, что ли, вывалился. Как какая-то картинка. Даже не понимаю, что это. Ну, какая-то херня вывалилась. Но с ней взаимодействовать все равно нельзя. То есть призрака сейчас нет, все, он пропал.
На время, по крайней мере. Тем более у нас есть свиток, она нас сейчас убить не может. Ну, типа. Ну, то есть для чего вот это сделано? Видите, колокольчик нельзя потрогать. В большой колокол нельзя позвонить. Может, у нас свечи, опять же, разного размера. Типа, их надо по размеру как-то зажигать. Ну, у нас нет веера. Ты говоришь, там веером свечи затушить. С ними даже нельзя взаимодействовать. Посмотри, после того, как они зажглись. Вот так вот, если прикинуть, какая из них самая большая? Как будто бы отсюда. То есть мы пытаемся, типа, выйти из лабиринта, может быть. Я не знаю. Я не знаю, что у автора было в голове. Хотя, может быть, они одинаковые. Ну вот, типа, мы из лабиринта пошли. Только я не очень понимаю, зачем нам свечи какие-то зажигать при этом. То есть ничего же не объясняется. То есть либо что-то мы не так делаем, либо что. Вот типа кладбище, наверное. Ну, потому что я не знаю почему. Ну, потому что стоит надгробие, типа. Если вообще поворотом идти, то вот на ворота налево повернуло, вот оно надгробие. Все, мы вышли. То есть как будто нам специально залокали двери, потому что, блядь, ты не исследовал храм в поисках подсказок. Да идите вы нахуй. Не исследовали мы храм в поисках подсказок. Ладно, там был колокольчик, мраморный шар с колокольчиком, да? Может быть, у нас этот колокол... Мы должны на нем тоже какую-то хуйню найти. В виде вот этого колокольчика нарисованного. Или что, я уже не понимаю. Самое херовое, когда ты первопроходец и вообще не знаешь, что происходит. Просто не знаешь. Шар мраморный. Вот мраморный чувачок у нас. Что с ним есть? Исследуй храм в плане подсказок. Ну, исследовали, окей. А что дальше-то? Может, у него в жопе шар? Нету. Чё, ходить нельзя с этой штукой? Ну, то есть, чтобы хоть что-то понять. Может, отсюда от крови будет дальше тоже какая-нибудь херня? Ну, тоже нет. И здесь, типа, может быть, если бы было бы такое же количество свечек, какие-нибудь фонари горели, типа, зажги так же. Просто вот, появляется, да, красная, типа, нажми F, откроется дверь. Нажимаешь, и она не открывается. Потому что, типа, ну, сейчас тебе туда не надо, ты там все взял. Да, то есть, вот как бы, игра говорит тебе, по идее, чувачок, иди нахер, пятачок. Ты вот здесь вот пока не пройдешь, потому что ты уже все здесь сделал. А чё все мы сделали? То есть логично, что нам сюда не дает зайти. Там тебе, говорит, делать сейчас нечего, чувак. Так же, как и здесь, тебе типа делать нехуй. Ты в задней части храма должен найти там двери или куда-то еще ломануть. А куда, блин? Почему?
Я не могу затушить свечи. А, ну да, ты уже это писал. Сорян. А он просто еще раз написал. То есть, видишь, на них нету кнопки действия. Если изначально есть, то потом просто нету. Может быть, их надо все зажечь и еще раз пойти обыскать весь храм. Ну, я имею в виду храмовый комплекс. Типа, вот ты в ворота вошел изначально. Они бы вот если здесь зажигались, то было бы понятно. А если там вот типа налево сразу выход к кладбищу. Нет, да, нет. А что если... Как будто бы вот эти штуки, это как будто бы мы ходим по этому самому лабиринту. От начала входа. Бля, как это можно понять и... Как это можно профигачить? Если мы будем считать, что это вход от храма, одна свечка направо, одна свечка налево. Ну, то есть поняли, да? Одна штука здесь, одна штука здесь. Проходим просто после колокола. После колокола. А нет, перед колоколом. Поворачиваем направо. После колокола немножко налево. Потом направо. Потом опять налево. Потом прямо до упора, пока нельзя будет повернуть налево. Может такое быть? Тогда, условно говоря, мы идем вот по этой херне до колокола. То есть прямо колокол. Прямо колокол. Перед ним направо. Перед ним направо. Его проходим. Налево, направо. Его проходим. Налево, направо, потом снова налево, да? То есть, типа, вот мы его прошли. Налево, направо, потом снова налево. Прямо до упора. И налево. Может такое быть? Бля, я вообще уже в этой игре ничему не удивлюсь, если честно. Вот ворота храма. Мы вышли. Идем. Перед колоколом поворачиваем направо. Ну да, типа, я думал, после колокола сразу налево. А нет, там долгая достаточно фигня, да? Налево, тогда дальше направо. А дальше направо уже некуда идти. Вот, то есть такое ощущение, что вот этот лабиринт — это дорога как раз, которую нужно правильно пройти, типа. Если бы мы еще зажигали себе свечи для понятия, было бы вообще хорошо, конечно. Направо, налево, направо. А, ну я сейчас до колокола повернул. Направо-налево все равно у меня получается. Почему-то такое ощущение, что вот эти точки, это оно и есть
Но у меня совсем нет других идей просто. Собакина там этого вонючего нету. Вообще самое логичное было бы тогда, блядь. Это вот, если мы проходим эту штуку и сразу же входим на кладбище. Там же выход, блин. Ну там же, сука, колокольчик лежит же. И здание. Направо, налево, направо. Не работает же это все. Если ты зажигаешь свечи, хоть бы, говорю, там что-то зажигалось. И опять, да, почему я решил, что вот эта точка финальная? Что она нас куда-то приведет. Может быть, с нее надо, наоборот, выходить. То есть вот мы здесь. Мы здесь. Вот типа тупик, да? Вот этот сад. Ну, блин, опять же, ну, как бы здесь нет столько зданий. Вот мы выходим, идем прямо. Чуть-чуть налево до колокола. После колокола опять налево и прямо. Ну, типа. Мы выходим, идем до колокола, налево. И прямо. Как будто бы, блядь, что, куда мы приходим? Вот ощущения, блин, именно такие. И здесь прямо хреначим. И по идее должны попасть куда надо. Или нет. Или не должны. Как раз там вот эта длинная херня, которая типа до колокола идет. Круто. Я не знаю, где ты взяла эту информацию. Потому что, как я понимаю, игру еще никто не прошел тут. Чтобы взять колокольчик, нам нужно задуть свечи. Так мы свечи сами, блин, подожгли. Что, может быть, одной свечи нам нужен веер. Тут его негде взять. Ты же видишь, мы 20 раз обошли всю территорию. Даже, по идее, залезли, куда, оказывается, залезать-то, наверное, не надо. Нет никаких вееров здесь. Понимаешь, в чем дело? И я уже всю голову сломал. То есть я не вижу в некоторых загадках... Не, ну практически везде логика была. Я ее сейчас вот здесь не вижу. То ли это софт-лог, блин. То ли чё. Мы столько времени сегодня убили. У меня почти 3 часа ночи, ну точнее 2:30. Я думаю, что, возможно, колокольчик где-то дальше будет. Но почему я решил, что... Ну, потому что, наверное, вот мы отсюда и выходим. Вот мы так вот прямо идем. Тут колокольчик сраный. После него налево и по прямой. Но после него налево по прямой не получается. Да мы забрали там свиток. Вот он лежит у нас в предметах. Свиток-то у нас есть. Смысла от этого свитка нету только. Мы даже можем этот старый автосейв загрузить. Там нету ничего в той комнате. В этом-то вся главная проблема. Просто нету ни хрена. Мы свиток уже забрали.
Кажется, не надо вот вообще это на этой штуке акцентировать внимание. Да, извините, что я уже не такой активный, как был в начале. Я просто уже заколебался и уже, откровенно говоря, башка болит от всего этого. Потому что хреново, когда ты не понимаешь, и хреново, когда авторы забивают хуй на свою игру. Ну, то есть, как бы... Вы видели, что многие приходят и мониторят там, типа, о, эфир на мою игру начали, клево, я же, блин, рассылку ключей сделал. Здесь нету ничего. Здесь пишет, правда, свиток, но здесь пишет, нет ничего интересного. И свиток мы здесь забрали, он у нас в инвентаре. Так же, как и четкие. И все остальное. И здесь просто больше ничего не осталось. Последняя бумажка, которую мы прочитали. И опять же все. Пакеты, в которых ни хрена нет. И здесь ничего нет. Только замечательная фреска, которую мы точно знаем, что покажет нам цифры. Почему они ее закрашивают? Потому что она для замка. И она добавилась в блокнот. Все. Еще две фрески, которые нам нужны с самураем и с Сакурой, находятся где? Правильно, в храме. Куда нас не пускают. У нас есть хоть какой-то контакт чувака, который нам игру-то прислал? А, но он написал свой адрес. Можно, конечно, чуваку написать. Попробовать. Прямо сейчас. Типа... Там... Сейчас, секундочку. Просто странный подход у автора, блядь. А если люди не поймут, что делать, и... Ну, просто забьют хер на игру и скажут, мы не будем покупать, вон там никто пройти не может. Ну, я отправил чуваку письмо, но... Вы же сами понимаете. Бабий сыр, привет, отличный никнейм. Даже не буду себе представлять, что такое бабий сыр. Да, это ужастик. Проблема вся в том, что... Ну, скажем так, супер-то ужасного тут нету, кроме нереализации некоторых моментов и, возможно, либо софтлока,
либо супер непонятные загадки. Вообще супер непонятно. То есть я, конечно, уперся в эту хрень, блин, с зажиганием свечей. Но либо я не понимаю вообще этот лабиринт, да, собственно, никто не понимает. Просто игруля выйдет только 12 числа, правда, уже 9. Начинали-то мы 8, просто играем уже 5 часов. И мы остались, вот нам осталось 20% до конца игры. Но что тут осталось сделать, непонятно вообще. И меня это дико напрягает. Я, конечно, только что написал автору. Но не факт, что он... Может быть, в пресс-ките что-нибудь еще есть? А что он там в пресс-кит написал? А, блядь, ну его надо на Dropbox скачивать. А что там есть? Гифцы какие-то. Это гифки из игры. Так. Но это мы с вами прошли, все видели. Это просто гифки. Скриншот, релиз-дог, анонс-трейлер, факт-шит, TXT. Так, и что там есть? Собираю улики, понятно. Relaxing gameplay, оказывается. Ясно, ребята? Тут, оказывается, relaxing gameplay. Релизные документы. Так. Релиз на разных языках. Просто релизный документ. Ну, это просто пресс-релиз. Типа, вот, я выпустил игру, ребятки. Кстати, будет стоить, между прочим, 9 евро, 10 баксов или 7,5 ГПБ. Вот такая вот фигня. Больше никакой инфы от автора ни хрена нет. При этом, я говорю, мы собрали все. Все, что нужно. Свитки, фигитки и непонятно, что дальше. Да, и никакой инфы пока нет. А у нас никакой загадки нет. У нас, понимаешь, мы нашли там, чтобы пройти дальше на кладбище, нужно найти фоточки с паролем. Одну фотку мы нашли в дополнительном здании, когда открыли там еще одну штуку, нашли ключ. А когда вернулись, у нас дверь храма перестала открываться. Нам пишут, видишь, исследуй храм в поисках подсказок. И мы знаем уже, какие сфоткать нужно в храме штуки. Но они нас не пускают в храм. И тут еще какой-то лабиринт закинули непонятно. То ли его надо использовать, то ли не надо. В записках по этому поводу ни хрена нету. Вот и все. Да вот и главная проблема. Мы же не можем здесь на храме, блин, взять и использовать свиток. Он не работает. Мешать предметы в инвентаре мы тоже не можем. Ну, то есть, как бы, вот кнопка просто открывания двери перестала работать в главный храм. А там нам нужно еще две цифры найти. И мы знаем, где эти цифры, блин. На чем они. Но как их запустить, хрен поймешь. И все, и больше тут просто ничего не осталось. То ли мы поймали софт-лог, то ли хрен его знает. Автор молчит. Ну, понятное дело, надо было ему, кстати, сразу написать. Возможно, баг, реальный баг. Потому что игруха как бы выйдет только через несколько дней.
Просто нигде здесь ничего больше нету. Мы все оббежали уже 20 раз. Мы сейчас, наверное, здесь бегаем. Ну, может, не час, поменьше. Просто тут, понятное дело, никаких дверей нет и быть не может. Ну, в любом случае не появляются кнопки взаимодействия. Просто так, как бы, если нет кнопки взаимодействия, то и тыркать некуда. Было бы логично, если бы она, может быть, где-то здесь была бы. Ну, или с этой стороны. Но ее нету. То, что эта штука крутится, мы на ней никак, опять же, взаимодействовать на этого дракона, который за нами типа наблюдает, мы не можем. То ли это реальный багулич, то ли хрен его знает. Ну, я предлагаю все-таки игру, наверное, отложить, ребят, потому что у меня все-таки уже 2:30 утра. Давайте нафиг ее отложим. Может быть, автор вернется с ответом. Но если он скажет, что, блин, сорян, братан, это действительно софтлок. Кстати, у него вон коробка вывалилась. Из здания. Вот. Если он реально скажет, что это софтлок, и он не сможет ничего исправить, в том числе с сейвгеймом, и скажет, братан, проходи игру заново, я не буду этим заниматься. Просто потому, что не буду. Я понимаю, что это будет достаточно быстро пройти до сюда, ну, в целом, опять же, потому что мы все знаем. Но нет. Я не настолько альтруист. А я ничего не покупал, мне выслал автор ключик и сказал, что ее можно играть. Да и в целом просто странный подход. Если ты делаешь рассылку игры, ты должен уже сделать полишинг как минимум, ну и там дать людям поиграть, которые там, ну не знаю, друзьям, блин, в конце концов, если у тебя нет команды, которая занимается поисками багов. Тем более, если у тебя софтлок идет на не на какую-нибудь там небольшую активность, никому нафиг не нужную, да, а если идет активность, которая мешает пройти игру. Ну, как было в Calling of Cthulhu старой от беседки. Офигенная игра, сложная, старая, классная, но там сверху падала балка слишком быстро и всегда тебя убивала. Какого ляда вы это сделали? Может быть, глюкан, связанный с... блин, какой-нибудь хренью. Такое тоже уже бывало. Ловил такие истории. Ну, давай, включись в нормальный размер хотя бы. О, включился. Может, так хоть заработает. Ой, какое все несимпатичное сразу стало. Фу. Не работает. Причем игру-то почти полностью прошли. Загадки сложнейшие. Все отгадали нахрен. А вот эту маленькую жопку, которая в конце осталась, ну сейчас еще раз посмотрим. Потому что здесь, в этом мире,
ничего положить нельзя. Ну, у нас нет инвентаря, его просто нету. И не было никогда, когда мы попадаем вот в этот мир. Все, идет сейф. Нас перекидывают сюда. А мой урок другим наука, но, боже мой, какая скука. Но я почему-то уверен, блин. Вот не знаю почему. Не могу на это смотреть, у меня глаза начинают болеть. Спасибо. Вот. Что вот это вот говно, связанное с лабиринтом. Я вот не знаю почему. Если это будет так, то я это... выстегнусь потом, скажу. Хо-хо, мы все знали заранее. Но, короче, не работает. Вот. Автор ни хрена не отвечает. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, прилетит нам какой-никакой ответ. Вот. И если что, игру добьем. Потому что я прям вот все. Поход на кладбище будет тогда финалом этой истории, потому что красные глаза, Визин не помог, реально. И, в общем, не знаю. Ну, либо, если автор ничего отвечать не будет, может, она и останется первым взглядом. Особенно, если потом кто-нибудь к 12 числу игра выйдут какие-нибудь эти самые, как они называются-то. Бог ты мой. Сразу же он накинет какие-нибудь патчики, все, вот эта штука заработает, и он скажет: а там, блядь, там не торчат штыри, мужик. Там, понимаешь, в чем дело? Там есть свечки, их можно зажигать. Но тушить их потом нельзя. Ну, зажег я их там один раз, второй раз. А толку от этого никакого не было, то есть нигде ничего не появляется. Либо их нужно зажигать в какой-то супер крутой последовательности. Ну, типа, вот вход в лабиринт. Там, типа, ты сюда пришел, первая свечка. Вот это, например, вторая свечка. Дальше пошел, например. Третья, например. Сюда вернулся, зашел, четвертая, потому что она дальше. Вот это какая дальше? Типа пятая, шестая, седьмая. Ну, потому что она самая дальняя, да, вот если смотреть. Давайте попробуем их зажечь по дальности. То есть, если по дальности, то вот это первая. Ну, я просто уже там накидываю какие-то там варианты неадекватные там, а может адекватные, блин. Кто знал, что автор было в башке, когда он делал эту часть. Видишь, их обратно потом потушить нельзя. Ну, типа, ты неправильно сделал, перезагружайся, что ли? Ну, что за бред? То есть, либо они не влияют вообще никак. Чё, как вы поняли, тыкать надо постоянно. И переключаться. Он не достает нужный элемент тебе в руку. Дикий. О, финал! Бля, сейчас сработает, тоже будет комедия. Оп. Нет, не так, свечки зажигают только те, которые ведут к проходу в тупиках. Не надо, я так понимаю. Я чуть не очень понял твое предложение, откровенно говоря. То есть не сжигать те, которые ведут к тупикам, то есть типа, вот тупик. Самое смешное, что из лабиринта выхода нет, понимаешь? Ну, то есть здесь везде тупики. И сюда пришел, свечки, тупик. Да, даже вот здесь видно, что тупик. Здесь тупик. Здесь какая бы штука была, нет, тупик. И здесь тупик, то есть даже тут выхода нет. Либо их нужно зажигать с этой стороны, типа... Ну, опять же. В каком порядке, понимаешь?
То есть выходов, причем выходов два. Один здесь, один здесь. И нам, по идее, мы же на кладбище собираемся. Вот это как будто как могильная плита. То есть, типа, надо вот прийти сюда, как будто бы. Ну а с какой точки прийти? С центрального входа? Тогда повернул налево и вышел сразу из лабиринта. Либо не вышел из него вообще. А если, типа, вот мы здесь, и надо там, типа, как-то идти по дороге зажигать свечи, то нам вообще ничего зажигать, опять же, не надо. Ну, опять же, вот мы все свечки зажгли, все. Их задуть нельзя. Типа, все, хряпай висячку, братан. С них пропала возможность что-либо делать. Типа, ни хреналики. Иди либо в загрузочку, либо куда хочешь. Ну, тут можно уже загружаться, опять же, где хочешь. Потому что и тот сейф, в общем, уже не пашет. Ну, по крайней мере, не пашет так, как я считаю нужно. Потому что я с этим лабиринтом уже намучился 20 миллионов раз. То есть, типа, окей, хорошо. Тогда в каком ключе их надо зажечь? Чтобы что? Так они, блин, ну смотри, а чё вот они ведут к выходу? Ну давай по факту. Сначала проговорим перед тем, как зажигать, потому что 20 раз замучилась. Замучил я с сейфгейма выходить. Вообще игра душноватая, она заколебала. То есть там как бы позиционируется как хоррор, но что-то это один пазл-гейминг. Хорошо, зажигаешь свечу. Дальше мы идем. А они все остальные в тупиках. Ну, то есть, как бы... Типа, какую тогда еще зажигать? Тогда больше никакие зажигать не надо. Здесь ты в тупик зашел. Здесь надо тоже специально в тупик зайти. А зачем? То есть, если даже с того конца идти, типа, вот так как-то. Ну, окей, хорошо, вот это по дороге еще есть. Вот это уже не по дороге, надо в тупик зайти. Типа... И даже если сюда, ну, условно говоря, то все. То есть, получается-то, какие зажигать-то? Ну, то есть, какой в них толк, если с этой стороны ступать и поджигать их? Ну, типа, вот я пошел, я могу здесь по прямой пройти, вообще не касаясь ни одной больше свечки. Оп, и типа вышел. Ну, или вышел вот сюда, к кладбищу. То есть разницы-то никакой нет. Зачем-то вообще что-то зажигать? Че мучиться, как говорится, если можно по прямой пройти, вон она идет. Дорожка. Одно дело, типа, если себе дорогу нужно эту, первую и последнюю. А последнюю какую считать? Вот эту или вот эту? Потому что эту-то прям она в жопе мира тоже находится. Потому что надо прям сюда зайти. Поэтому настолько неочевидно и непонятно. Напоминает какие-нибудь квесты 90-х, блядь. Когда такой, типа, надо на ботинок прилепить жвачку, чтобы зажечь самовар. Ты такой, чё? А логику не завезли, да? Лишь бы что-то сделать ради сделать. Я бы, конечно, условно говоря, зажигал бы теперь с этой стороны, может быть, вот эту, типа потом, ну, потому что по дальности, опять же. Если идти. Тын-тын-тын. И последнюю вот эту. Ну, то есть, если по дальности ты идешь, да, то есть у тебя на пути вот эта свеча появляется, типа... Ну, если хоть какую-то логику пытаться в этой херне найти. Вот эту вот, потом ты дошел
у тебя вот эта свечка по дальности. Потом это чуть-чуть поближе еще к выходу. Идешь такой, идешь. Опа! Ну, потому что до этой, если идешь, ты не дотягиваешься. Нет, дотягиваешься. Ай. И такой хуяк и вышел. Ну, а потом, что это нужно делать? Да, они бред какой-то. Я же говорю, они все в тупиках. То есть смысла вообще нету в этом. Петьки Василий Иванович, дыкай на все, да, однажды попадешь. Но здесь самое смешное, что ты не можешь просто так тыкнуть. Ты тыкнул, блин, такой. Либо мне надо загружаться, я говорю, либо мы просто тупо соловили софтлок, чему я абсолютно не удивлюсь. Потому что вот эта дверь просто тупо должна была открыться, потому что ты понял, как проходить дальше. И этот лабиринт, который здесь появился, он же здесь появился до того, как мы зашли вот в ту сраную комнату. Типа, может быть, это вообще ничего не значит. Поэтому давайте все-таки оставим эту историю на завтра. Потому что я, откровенно говоря, после 5 часов на какой-то, извините меня, чильни, просто устал. Причем в пресс-ките написано, бля, игра на релаксе, братан. Нормально сыграешь. Как-нибудь там назову сейчас часть, там, не знаю, 80%. В скобочках назову стрим. Чтобы люди понимали, что это не полное прохождение, а то скажут, что это вот там чувак трындит. А зачем оно мне надо? Мы люди честные. Ну, короче, по мне это булшитовня просто. Просто булшитовня. Сделано через задницу. Если реально нужно как-то там будет пройти по лабиринту, и об этом автор потом напишет, и мы допройдем. Ну, и в конце концов, если я точно пойму, что это софтлок, я дальше эту игру проходить не буду. Ну, просто если кто-то уже к 12 числу пробежит, то какой смысл как бы ковыряться? Люди спокойно на других каналах посмотрят. Тут весь смысл был, то, что игры ни у кого пока пройденной нет. И если я реально поймал софтлок, потому что я поймал софтлок, потому что я супер везучий парниша, то как бы вот такая фигня. Друзья, играйте, блин, в хорошие игры. Смотрите отличные стримы на не очень хорошие всегда игры здесь на QPG. Берегите себя и своих близких. У меня уже после 5 часов язык не ворочается. И, в общем, да, берегите себя и своих близких. Дальше, надеюсь, будет интереснее. Увидимся. Пока.